не только Московский университет, мы представляем также и компанию Fidesis, и проект Fidesis, возникший 12 лет назад как раз в стенах Мехмата МГУ. Сейчас компания Fidesis является участником технологической долины МГУ, резидентом технологической долины и участником проекта Sirius в Сочи. Так вот, что такое Fidesis? Я расскажу, что такое Fidesis, как он устроен с самого начала, какие у Fidesis бывают комплектации и какие у них возможности. Самая первая комплектация, базовая, Fidesis стандарт. Это решение линейных задач, линейная статика, динамика, расчет собственных частот и форм колебаний, и расчет критических нагрузок и форм потери устойчивости. Продвинутая комплектация Fidesis Professional. Это нелинейные задачи. Нелинейность у нас 3 видов: физическая, геометрическая, контактная. Если говорить о физической нелинейности, это нелинейные упругие материалы, материал Мурнагана-Муни-Ривлина и упругопластические материалы, модель Мизеса и модель Друкера-Прагера. Если говорить о геометрической нелинейности, это учет конечности деформации при расчетах, это наложение конечных деформаций. Это наше ноу-хау, реализованное нами в проекте Fidesis, которое позволяет учитывать предварительное нагружение, что актуально, например, для изделий, напечатанных на 3D принтере, в которых существует внутреннее напряжение, возникающее в процессе печати, и которое нужно учитывать при дальнейшем моделировании этого изделия. Контактная нелинейность – это контактная задача, которая также в Fidesis реализована. Кроме того, еще одно наше ноу-хау, которым мы гордимся, это связанный контакт, так называемый, который позволяет жестко связать две поверхности, которые могут между собой не совпадать. Это может быть актуально для случая, когда инженеру пришел чертеж или 3D-модель детали, которая не совсем качественно сделана, а рассчитывать ее надо. Вот помогает выйти из ситуации в этом случае связанный контакт или жесткий контакт, и при этом задача решаемая остается линейной, если у нас только жесткий контакт, не классический. Дополнительные модули в составе Fidesis. Fidesis Dynamics. Как я уже говорил, динамические задачи, они реализованы и в модуле стандарт. Fidesis Dynamics — это не то, что динамические задачи. Это Fidesis Dynamics реализован метод спектральных элементов, который дает аппроксимацию по пространству высоких порядков. Это актуально при расчетах, например, при расчетах динамических как раз задач, когда идет фронт волны, который достаточно узкий, и вот при конечноэлементном расчете он рассыпается. Нарушается целостность этого фронта волны, он рассыпается на разные элементы. Вот метод спектральных элементов позволяет фронту волны остаться вот таким узким, единым фронтом. То же самое работает в задаче, например, локализации пластических деформаций. Тоже за счет высокой аппроксимации по пространству метод спектральных элементов позволяет более корректно решить задачу. Fidesis Composite. Это расчет эффективных свойств композитов и вообще гетерогенных материалов. Я о нем буду много рассказывать, поэтому сейчас не стану останавливаться. Fidesis HPC. Это высокопроизводительные вычисления, распараллеливание на системы с большим количеством ядер, на системы с общей памятью. Например, там бывают компьютеры с процессорами по 24 ядра и больше. И распараллеливание с помощью MPI, что позволяет считать на кластере или на суперкомпьютере. Отдельной строкой здесь стоит Fidesis Online. Вот он. Это облачные вычисления.
То есть Fidesis Online, он представлен двумя проектами, это SymfyDesign и ProofDesign. И то, и другое позволяет провести расчет, не скачивая программу, не устанавливая ее на свой компьютер, а просто заходя на сайт. Расчет проводится в окне браузера и на облачных вычислительных мощностях. То есть, по сути, можно с гаджета какого-то, с планшета или с телефона провести расчет. Ну и еще мы SymfyDesign делали умышленно так, чтобы им мог пользоваться человек, не обладающий квалификацией инженера или механика. То есть, как кто-то сказал, Fidesis для домохозяек. Мы сделали по этому принципу SymfyDesign, а потом сделали ProofDesign, который еще проще. Вот в качестве примера могу привести, SymfyDesign пользовался американец, который, у него семейный бизнес по производству штативов для фото-видео техники и, по-моему, для геодезической тоже. Вот когда он проектирует новый штатив, ему нужно было понимать, он выдержит вес техники, на которую рассчитан, или не выдержит. При этом он не инженер, он не механик, специализированного образования у него нет, но он воспользовался SymfyDesign, и он получил ответ на свой вопрос. На слайде справа приведен перечень поддерживаемых файлов, поддерживаемых форматов данных, с помощью которых можно импортировать в Fidesis геометрию и сетку и какие-то еще вещи. Он достаточно широкий. Слева приведен список типов конечных элементов, которые поддерживает пакет. Это, ну, классический вариант — это солиды, значит, первого и второго порядка, двумерные — это треугольные, четырехугольные, трехмерные — это тетраэдры, гексаэдры, призм, пирамиды. Это оболочечные элементы, тоже первого и второго порядка, треугольные, четырехугольные — это балочные элементы первого и второго порядка, это пружины, это сосредоточенные массы, это связи. И отдельной строкой здесь стоят спектральные элементы. То есть то же самое, о чем я говорил, вот первого-второго порядка, это может быть в спектральном случае, в случае спектральных элементов, это может быть от 3 до 9 порядка. Вот такая вот высокая аппроксимация по пространству. Ну, теперь расскажу о возможностях модуля Fidesis Composite, предназначенного для расчета эффективных свойств композитов и вообще гетерогенных материалов. Какие эффективные свойства позволяет посчитать Fidesis Composite? Он позволяет посчитать упругие эффективные свойства, в том числе с учетом предварительного нагружения материала. Он позволяет посчитать нелинейно упругие эффективные свойства тоже с учетом предварительного нагружения, тепловые свойства, температурное расширение, теплопроводность и прочностные. И дальше вот на следующих слайдах будут приведены примеры расчетов, о которых я тоже немножко расскажу. Оценка эффективных свойств резинокорда, которую мы делали с помощью Fidesis Composite. Модели показаны на слайде. Тут особенность в том, что мы, во-первых, мы учитывали нелинейность как физическую, так и геометрическую, как матрицы резиновой, так и нитей резинокорда. Ну и эффективные свойства мы тоже оценивали в нелинейно упругом виде. Вот на слайде внизу приведена ссылка на статью, которую мы написали по итогам этих расчетов. Опубликовали в журнале Composite Structures. Расчет на ячейки периодичности. То есть если у нас есть композит, какой-то искусственно созданный композит периодической структуры, мы, конечно, можем проводить расчеты на его представительном объеме. Взять много ячеек, и тогда нам будет все равно, какие там краевые эффекты на границе представительного объема. Но это долго считать много ячеек, поэтому более правильный вариант — это посчитать одну ячейку, приложив к ней соответствующие граничные условия, периодические граничные условия, заключающиеся в связях на перемещение и в условии на равенство нормальных напряжений. Вот такие периодические ограниченные условия реализованы в Fidesis, реализованы, кстати, как раз с помощью жесткого контакта, о котором я говорил. Мы считали пористые структуры, периодически пористые структуры. И вот внизу слайда тоже приведена статья,
написанное по итогам этих расчетов. Пенобетон, то же самое, моделирование эффективных свойств тоже моделировали с учетом физической и геометрической нелинейности. Тканый композит. Здесь как раз пример импортированной геометрии, поскольку геометрия тканых композитов генерируется в специальных программах, там она бывает не такая простая, здесь, наверное, самый простой случай. Там генерируется, сохраняется, потом загружается в FIDESIS. Мы тоже считали эффективное свойство тканого композита. Вот здесь показано распределение напряжений в нитях по итогам расчета. Решетчатая структура. Тут интересно то, что мы смоделировали эту структуру в FIDESIS, и нам такую же структуру напечатали на 3D принтере настоящую. И даже на ней проводились какие-то натурные эксперименты по оценке упругих свойств. Ну, в общем, у нас совпало результаты нашего моделирования и результаты натурных экспериментов с точностью где-то 10, может быть, 15%. Метаматериалы. Тоже актуальная тема в последние годы. Если говорить о механике, какие метаматериалы представляют наибольший интерес? Это метаматериал с отрицательным коэффициентом теплового расширения, сжимающийся при нагревании. Вот ячейки двумерные и трехмерные такого метаматериала показаны на слайде. Мы их считали, мы моделировали, соответственно, эффективные коэффициенты теплового расширения, получили отрицательные коэффициенты. Ну, на самом деле, основной результат то, что варьирование параметров ячейки позволяет изменять эффективный коэффициент теплового расширения в достаточно широких пределах. Второй вид метаматериалов – это ауксетики, метаматериалы с отрицательным коэффициентом Пуассона. Вот тоже модели показаны на слайде. Тоже двумерные и трехмерные. Здесь еще характерно то, что трехмерные модели считались с помощью балочных элементов, с помощью балочной абстракции. Мы это считали балками, потом сравнивали с солидами и получили хорошее совпадение, ну, когда стержни достаточно тонкие. Ну и к вопросу о том, а для чего все это считается? Для чего считаются эффективные свойства вообще на масштабе ячейки? Собственно, для того, чтобы потом моделировать готовые изделия. Изделия, сделанные из неоднородного материала, из композита, используя эти свойства при моделировании уже на макромасштабе. А вот здесь как раз приведен пример такого расчета. Это цистерна, частично изготовленная из композиционного материала. По сути, что нам нужно, точнее не нам, а нашему пользователю, чтобы провести такой расчет на макромасштабе, чтобы использовать посчитанные эффективные свойства? Нужна поддержка анизотропных материалов, поскольку эффективные свойства композита, как правило, получаются анизотропные, и поддержка локальных систем координат. И то, и другое в FIDESIS есть. И также есть удобный способ импорта, вернее, способ экспорта посчитанных эффективных свойств с последующим импортом при расчете на макромасштабе. Также FIDESIS Composite применяется не только к композитам, а и к кернам. Керн – это образец горной породы, выбуренный из глубины Земли. И его эффективные свойства исследуются для оценки поведения месторождения при его разработке. Ну, то есть, например, чтобы не было такого, пробурили скважину, начали качать нефть, нагрузка на горную породу снялась, все обрушилось и перекрыло ход нефти. Керны исследуются, ну, традиционный способ исследования кернов – это натурные эксперименты, но это долго, дорого и зачастую приводит к разрушению керна. Альтернатива – это метод компьютерной томографии, который позволяет получить сведения о внутренней структуре керна, не разрушая его, построить цифровую модель и в дальнейшем на ней уже проводить численные эксперименты. Вот здесь на слайде показан пример такой томографии, пример устройства керна. Это один из кернов, для которого мы считали эффективные свойства.
Вот так выглядит этот керн в трехмерном виде. Вот пример еще одного керна, который мы тоже считали. Этот состоит уже из 3 минералов. Слева на слайде показана данная томография, справа построена на основе их цифровая модель. В общем-то, к керну применяется та же самая методология, что и к композитам. Мы воспринимаем керн как композит природного происхождения. Но там есть вычислительная сложность, что заключающаяся в том, что керн состоит из большого количества вокселей. И, ну, то есть если считать на воксельной сетке напрямую, когда каждый воксель становится гексаэдральным элементом расчетной сетки, это требует слишком больших вычислительных ресурсов. Поэтому мы используем переход от структурированной гексаэдральной сетки, от воксельной, к неструктурированной тетраэдральной. И иногда это позволяет снизить размерность задачи на 3 порядка. То есть вот здесь, например, на слайде построена сетка. Исходная воксельная модель была порядка миллиарда вокселей, а в этой сетке около 2 миллионов тетраэдров. То есть снижение размерности примерно как раз на 3 порядка. Теория многократного наложения больших деформаций, которая легла, в частности, в основу фидесиса, которая позволяет реализовывать предварительное нагружение, наше ноу-хау. Она была разработана на мехмате МГУ с участием нескольких научных школ и под патронажем академика Леонида Ивановича Седова. Собственно, двигаясь к завершению и рассуждая о том, зачем я это все рассказал, ну, не только для того, чтобы показать, какие мы умные, и не только для рекламы, какой хороший фидесис. Хотя, если кто-то захочет его купить, мы, конечно, будем рады, но основная цель не в этом. Мы понимаем, что здесь на конференции представлена очень квалифицированная, разнообразная аудитория. Здесь присутствуют представители различных научных школ, и мы приглашаем к научному сотрудничеству. Дело в том, что если вот мы представляем наш фидесис перед людьми из промышленности, обычно у них пожелание такое: дайте нам кнопку, чтобы мы ее нажали, чтобы все посчиталось, и чтобы мы ни о чем не думали. Когда же мы представляем фидесис перед научной аудиторией, ну как, например, здесь на конференции, чаще всего звучит: дайте нам возможность реализовать в вашем пакете свою модель, которую мы придумали, но у нас нет инструмента для ее реализации. Ну так вот, собственно, если у вас есть модели, то инструментом для их реализации может стать фидесис. Если у вас есть модели, которые востребованы в промышленности, то мы можем, причем здесь речь идет как о моделях, например, новых материалов, так и о моделях, скажем, сопряжения между макро- и микромасштабом. Если есть модели, в которых заинтересована промышленность, то мы можем вместе эти модели добавить в фидесис, а потом вместе с этим обновленным фидесисом пойти в промышленность, предлагать им получившийся продукт. Если есть ну, нечто большее, чем просто модель, если есть, скажем так, некая теория, востребованная в промышленности, то можно пойти немножко дальше, создать специализированное тиражируемое отраслевое решение. У нас уже был такой опыт однажды, то есть превращение, ну, создание на основе фидесиса, который является универсальным пакетом, продукта, специализированного для какой-то конкретной отрасли промышленности. Еще вариант сотрудничества, к которому мы приглашаем, это создание симулятора для разработчиков новых материалов на основе Proof Design. Как я уже говорил, это продукт, не требующий какого-то специального образования от пользователей. Ну, то есть если, например, химик проектирует какие-то новые материалы, то ему нужно провести моделирование. Вот это моделирование можно будет провести в симуляторе на основе Proof Design. Ну и вещь такая больше формально-бюрократическая. Все мы знаем, что федеральная целевая программа по исследованиям и разработкам в прошлом году закончилась, но тем не менее существуют проекты, в которых требуется индустриальный партнер. Ну и вот таким индустриальным партнером может стать фидесис.
Собственно, у меня все. Наверное, самое время поблагодарить всех за внимание и ответить на вопросы. Кстати, здесь на ваши вопросы могу ответить не только я. Здесь присутствует мой коллега Анатолий Вершинин. Он тоже с Мехмата МГУ, и он технический директор компании Fidesis. Так что на некоторые вопросы, я думаю, он ответит лучше меня. Все, благодарю за внимание. Слышно? Спасибо большое за очень интересный доклад. У меня у самой тут возникли вопросы. Но сначала к аудитории. Вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в чем отличается от существующих больших коммерциальных или некоммерциальных пакетов конечных элементов, как Abacus, Phoenix и так далее, и так далее, и так далее? Ну, вот я перечислял наше ноу-хау. Во-первых, это метод спектральных элементов, которого ни в ANSYS, ни в Abacus нет, и который позволяет некоторые задачи, ну, не стационарные задачи в первую очередь, решить с большей точностью. Во-вторых, это жесткий контакт, который позволяет жестко связать разные поверхности, не превращая задачу при этом в нелинейную. В-третьих, это учет наложения, учет преднагружений, наложения конечных деформаций, которого, насколько я знаю, в ANSYS и в Abacus тоже нет. Ну и для отечественной аудитории могу сказать, что продукт отечественный, продукт полностью на русском языке. И как вот некоторые наши клиенты говорят, главное, что с разработчиками продукта можно посидеть и пообщаться, и позадавать им вопросы. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Максим, скажите, пожалуйста, вот по поводу вот этого преднагружения, о котором вы говорите. Да. Я правильно поняла, что речь идет об остаточных напряжениях? То есть в процессе изготовления материала, да. А откуда они у вас возьмутся, эти остаточные напряжения? Ведь материал должен быть разгружен, и что-то должно в материале эти остаточные напряжения задержать. При этом у вас суммарное напряжение должно быть равно нулю. То есть это должны быть какие-то, если есть структура, например, то да, остаточные напряжения будут плюс-минус, и в среднем это будет 0. А здесь каковы условия, что эти остаточные напряжения останутся? Ну, например, если материал там как-то где-то стеснен. Ну, то есть вообще это… То есть вы вообще разгрузку считаете? Вы сделали преднагружение, потом надо материал разгрузить, и потом уже опять нагружать. Ну, это как задаст пользователь. То есть возможности и того и иного расчета есть. Но вообще преднагружение, собственно, это не только те преднагружения, те остаточные напряжения, которые остаются при изготовлении материала, скажем, с помощью печати на 3D принтере. Ну, то есть, не знаю, там, допустим, пористый материал изготавливается, вот тоже пенобетон, который там был на слайде, и в нем возникает поровое давление. Вот оценка его свойств с учетом порового давления. Если оно будет достаточно большим, то оно будет влиять на свойства. Понятно, спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы есть? Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот как сейчас в Fidesis решается задача разрушения? Потому что в первых версиях, которые у нас есть, например, она никак не решалась. Ну, какие критерии? Критерии прочности. То есть это теория прочности? Да, теория прочности. То есть без элементарной пластики? А что вы понимаете под элементарной пластикой? Ну без пластики тогда. Без пластической деформации. Нет, но пластические деформации есть в Fidesis. Нет, теории прочности не предполагают в общем случае, это чисто упругие, для упругих задач. По-хорошему это считается, да? А для задач, где существует пластическая деформация, там свои критерии.
Ну, вот тут я боюсь, что не скажу. Там критерии прочности у нас есть, но вот работают ли они для пластических деформаций, тут я не уверен, что отвечу на этот вопрос. Ну, хорошо, и второй вопрос. Для композитов, особенно полимерных, важно иметь не только упругопластические среды, да, но и вязко-упругопластические среды, вязкие среды, вязко-упругие среды. Как этот вопрос сейчас в Фидесисе? Ну, пока вязкой упругости нет. То есть с пластиками мы пока работать не можем, да? Или только в кристаллическом состоянии? Ну, получается, да. То есть она есть в планах, но пока вот в релизной версии этого нет. Ну и еще вопрос вот по разрушению. То есть у вас есть сейчас алгоритмы распространения трещины, да? Да, есть. Ну, то есть это разделение элементов, там, убиение их и так далее. Да, убиение элементов. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Тогда у меня вопрос, можно? Максим, скажите, пожалуйста, ну вот я на самом деле как бы из серии людей, которые, специалистов, которые могут воспользоваться, да, я работаю в строительном университете, профессор. Вот. Вы правильно упомянули о том, что 3D-технологии, принтирование сейчас является интересной темой, и в строительстве в том числе. Вот были у вас попытки композиционные материалы, которые чаще всего применяются на цементной основе в строительстве, посчитать с помощью для 3D-принтера, с помощью вашего пакета? Вот не полимерные, а вот именно такие цементные. Вот это очень сложно для нас, например, собрать вот этот композиционный материал, который можно было бы на 3D печатать не просто детали, а здания. То, что сейчас вот рекламируют за рубежом, в нашей стране вроде кто-то печатает, но из чего непонятно. Вот что у вас, какие у вас есть по этому поводу мысли? Ну, у нас опыта расчета строительных композитов, наверное, все-таки не было, а просто я не очень понимаю, в чем там особенность. То есть что... А особенность в том, что, ну, допустим, когда вы считаете для 3D-принтера из полимера, там все просто. Ну, там для нас достаточно просто. Быстро твердеет, быстро набирает прочность. Наши композиции вот на основе цемента делают это очень медленно. Вот. Какие можно применить на самом деле модели, пакеты алгоритмов, чтобы рассчитать, смоделировать вот этот процесс? То есть процесс затвердения... Да, ускорить, замедлить, рассчитать. То есть 3D-принтеры должны работать по программе, это понятно. Да. В любом случае. Но у нас вот другие процессы достаточно медленные для того, чтобы с ними напечатать, но в то же время печатают. Ну, то есть тут вопрос о вот состоянии, когда он еще не затвердел, чем моделируется материал при этом, чем его правильно моделировать. Я просто задаю вопросы, потому что не было такого опыта расчета таких материалов, но я на ходу стараюсь что-то подумать. Ну вот надо подумать, потому что нам заказчики... То есть это вязкий материал или пластический? Это вязкопластичные материалы, да, в любом случае. Ну, тогда... Вот что вы делали с пенобетоном, например? Вот у вас, как пример, был пенобетон. Вы что для него делали? Ну, пенобетон просто моделировался нелинейно упругим материалом, и в нелинейно упругом же виде оценивались его эффективные свойства. То есть вы просто рассчитывали, какая будет эффективная структура пор, да, для того, чтобы да, то есть, обеспечить необходимые свойства этого материала. То есть там-то расчет шел, когда уже все затвердело. А когда переход вот из пластического состояния в упругое, ну, не знаю, тут, наверное, какой-то многошаговый какой-то расчет при изменяющихся свойствах материалов. В принципе, такое у нас возможно, но вот именно для таких композитов, ну, не было опыта расчетов. Понятно, спасибо. Но многошаговый расчет есть. Еще вопросы есть? Спасибо. Вы сказали, что вы считаете динамические задачи. Вот я хотел как раз вопрос задать. То есть там обычно динамические задачи, связанные с ударом, они достаточно специфические и не всегда получается у всех посчитать. Так вот, какие у вас ограничения на скоростное взаимодействие? И учитываете ли вы, допустим, вот
и ваш FIDESIS может учитывать фрагментацию, образование осколков и, ну, и ограничения, какие в этом плане есть? Или их нет у вас вообще? Или вы это не считаете? Еще раз, какие задачи? Ударное взаимодействие? Да, высокоскоростное ударное взаимодействие. Ну, фрагментацию, честно говоря, не было такого опыта. Ну, то есть в эти задачи у вас в FIDESIS отсутствуют. Ну, я скажу так, у нас не было опыта их расчета. Ну, раз опыта нет, значит их нет. Понятно, спасибо. Еще вопросы? Появился. Скажите, пожалуйста, какие модели интерфейсов у вас реализованы? Вы вот как раз говорили про задачи там отслоения. То есть реализованы ли у вас там модели, знаете, типа есть потенциальные, непотенциальные, типа cohesive zone model? Такое постепенное расслоение. Есть у вас такие модели? Ну, если говорить о модели отслоения, это, скорее всего, тоже через убийство элементов будет делаться. Просто что такое потенциальные модели? Что имеется в виду? Давайте тогда не будем сейчас останавливаться на этом. Вот. И второй вопрос. А вот связанные модели для того, чтобы моделировать двухфазные материалы, то есть, например, пористый материал и внутри жидкость. Пороупругость у нас есть. Пороупругость, проницаемость, да, это мы считаем. То есть для газовой и для жидкой. Да, но это возникло, вот я говорил о создании специализированного тиражируемого отраслевого решения, это, собственно, по этим мотивам и возникло. Мы на базе FIDESIS делали продукт для «Газпромнефти», и вот они как раз хотели, чтобы добавилось вот расчет пороупругости, расчет проницаемости. Ну вот так оно и попало в FIDESIS. А модели пластичности, какие у вас реализованы? Мизес и Друкер-Прагер. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Один вопрос у меня, он с двух частей. Первая часть – это, во-первых, контактные задачи-то решаются в этом? Да. Типа колесо рельс, например. Да. То есть решить можно. Да. Второй вопрос – это скорость ультразвука. Вот ультразвук, модель прохождения ультразвука с их дефектами тоже просчитать можно. Ну, то есть это просто динамическая задача, волна пускается по Да, материалу. вот именно это, да, чтобы Да, спектр вытащить ее. посчитать можно, и вот, как я уже говорил, есть метод спектральных элементов, который позволяет посчитать эту задачу более точно. Ну, понятно, то есть спектр, именно спектр волн. Нет, не спектр волн, это моделирование фронта волны. То есть, может быть, вы, наверное, знаете, при расчете методом конечных элементов есть такая проблема, что вот фронт волны, который был такой узенький, он рассыпается за счет численных эффектов, за счет низкого порядка аппроксимации по пространству. Так вот, метод спектральных элементов эту проблему по большей части убирает. Понятно. Ну и какая стоимость, например, комплектации базовой, например? Ну, там стоимость действительно зависит от комплектации. По-моему, это от 350 тысяч рублей до 2 миллионов. Но тут я точно не скажу. Ну, то есть зависимость, понятно. Ладно. А в онлайн задачи можно-то? Вот ваши в онлайн такие задачи можно контактные, например? Вот у вас там... Ну, в Proof дизайн нельзя, там пока только линейная упругость. В симфодизайне, честно говоря, по-моему, тоже нельзя. Ну, ладно, спасибо. Максим, еще один вопрос. Можно немножечко про препроцессор, про возможности постпроцессора, вернее, да? То есть может ли пользователь какие-то операции проводить, типа там одно поле с другим, сложить, что-то там такое, вот, какие-то выделить, может быть, параметры? Ну, там возможности у операции постпроцессора достаточно широкие, то есть фильтры разные, там построение графиков, построение полей. Одно поле с другим сложить, по-моему, да, там есть такая функция, как калькулятор, и она позволяет вот именно это сделать. Допустим, в другой системе координат привести. Да, система координат, ну вот традиционная, декартово-цилиндрическая и сферическая, они есть. Ну,
Понятно. Паровью используется? Ну да, на базе Паровью он сделан и доработан под наши нужды. А цифры можно получить? CSV формат, да, экспорт в CSV. Спасибо. Еще вопросы? Ну, вроде все, да. Спасибо большое. Ну, раз много вопросов было, значит, доклад был интересным, вызвал интерес, поэтому еще раз вам большое спасибо. Вам спасибо за внимание. Так, сейчас я отрегулирую. Вот так. Все слышно меня? Слышно? Ага. Ну, еще раз хочу приветствовать вас теперь уже со своим докладом. Он называется «Многоуровневые модифицирующие добавки в технологии производства высококачественных бетонов». На самом деле немножко далеко, наверное, от темы общих докладов, которые здесь вы слушали на конференции, но тем не менее мы тоже занимаемся материаловедением, мы занимаемся прикладным, я скажу так, материаловедением, которое интересно должно быть, на наш взгляд, многим, потому что все знакомы со строительными материалами, все их так или иначе используют. И что в перспективе ожидает в этом направлении, ну, наверное, интересно. Сейчас я переключаю слайд. Угу. На самом деле, если я сейчас скажу в аудитории, в любой аудитории, вы знаете, что такое бетон? Все скажут, ну, конечно, знаем. Это цемент, это вода, это песок, это щебень, вот и все. Это дилетантский подход, потому что на самом деле современные бетоны, так же, как и все остальные материалы композиционные, они движутся в своем направлении, может быть, медленно, может быть, не так быстро, в силу того, что наша отрасль вообще достаточно консервативная, мы не можем делать поспешные шаги в направлении инноваций. Но, тем не менее, за последние 50 лет, наверное, может, меньше маленько, 40, цементобетоны, с которыми вы все знакомы, из которых построено здание, в котором мы здесь находимся, и многие другие объекты. Это основной конструкционный материал, который был основным и в прошлом веке, и в этом веке тоже не теряет своей значимости. Тем не менее, вот этот четырехкомпонентный всем известный материал композиционный, он перестал существовать как факт, ну, кроме там каких-то небольших ремесленных мастерских, где его изготавливают. Современные композиционные материалы на основе цемента, цементобетоны – это многокомпонентные материалы, где каждый компонент дополняет предыдущий, то есть эффект синергизма для бетона является таким очень важным. И вот на этом слайде как раз представлены те виды бетонов нового поколения, именно о них мы будем говорить, я буду говорить сегодня, которые появились на рынке за последние 30 лет. Это вот высокофункциональные бетоны, их аналоги, high performance concrete, ну и так далее. Умные бетоны, саморегулирующие, самоуплотняющиеся бетоны. Это бетоны приходят, эти названия, судя по тому, что они на латинице написаны, приходят к нам из-за рубежа, но на самом деле получается так традиционно, что мы немножко отстаем в этой сфере. Отстаем, потому что все вот эти высокофункциональные бетоны, они основаны на том, что в них применяется большое количество модифицирующих добавок. Ну вот строительная химия, это всегда была, ну как бы в конце. Все приходило к нам из каких-то фундаментальных исследований, из высоких технологий, из-за рубежа, и поэтому вот и такие высокофункциональные бетоны к нам тоже оттуда же пришли. Ну, пришли, теперь мы должны с ними что-то делать. Я не хочу сказать, что даже и не пытаюсь сказать то, что в нашей стране и за рубежом, то есть за рубежом и тем более в нашей стране вот эти все высокобетоны нового поколения, они вот занимают ведущие позиции. Нет, конечно, и за рубежом это бетоны, ну, такого единичного применения, штучного применения для особо ответственных зданий и сооружений. Серийно их тоже не изготовляют и за рубежом, потому что не
далеко не для каждого объекта важны такие прочности, которые вы здесь видите, или такие характеристики. Ну, вообще бетоны нового поколения, их так называют, за счет того, что в них вот как раз с использованием комплексно модифицирующих добавок. Ну, вот я хочу сказать, что если вот на самом деле я начала с того, что 4 компонента, которые были известны с XIX века, представляют собой основную композиционную составляющую бетона, то сейчас этот состав доходит до 10, 15, 20 компонентов, да, когда каждая последующая добавка вносит какие-то дополнительные свойства материалу. Так вот, как раз высокофункциональные бетоны или высококачественные бетоны, они так названы, потому что имеют совокупность свойств и по прочности, и по морозостойкости, по водонепроницаемости, по коррозионной-стойкости, по жаропрочности и так далее. То есть все в одном флаконе. Вот к этому как раз стремятся специалисты, которые занимаются цементобетонами, ну, в том числе и наша школа. Ну, было написано, что я представляю Томский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра строительных материалов и технологий. Основной принцип бетонов нового поколения – это обеспечение однородной структуры бетона путем замены в составе смеси крупного заполнителя на мелкозернистые, уплотнение смеси за счет оптимизации гран-состава заполнителя и применение дисперсных и комплексных модифицирующих добавок. Вот здесь ключевое слово в этой фразе – это замена крупного заполнителя. То есть на самом деле вот все вот эти высококачественные бетоны или высокофункциональные бетоны, они из серии мелкозернистых бетонов, то есть там, где нет крупного заполнителя, а это частицы не крупнее 10 миллиметров. С одной стороны, это хорошо, это однородные смеси, достаточно плотные, структурированные. С другой стороны, это не очень хорошо, потому что влечет за собой повышение расхода цемента, что для строителей является крайне печальной задачей. С одной стороны, с другой стороны, это повышение водоцементного отношения, то есть больше воды требуется для того, чтобы обеспечить однородные смеси. Ну, соответственно, снижаются деформативные свойства. То есть вот с одной стороны вроде хорошо, с другой стороны к этому нужно стремиться. С другой стороны, необходимо предпринимать дополнительные какие-то мероприятия для того, чтобы вот эти вот недостатки нивелировать. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся тоже в том числе. Ну вот здесь как раз представлены задачи, которые решаются всеми исследователями, занимающимися бетоноведением, для создания бетонов нового поколения, мелкозернистых бетонов с однородной структурой. Это оптимизация соотношения аморфных кристаллических фаз при твердении гидратации цемента. Ну, собственно говоря, все свойства бетона, они заточены на свойства цемента вяжущего, потому что именно он склеивает разнородные материалы в единое целое. И от правильной организации формирования структуры цементного камня в процессе гидратации, твердения зависит очень многие свойства бетона. Ну, в том числе, конечно, вот это вот регулирование химико-минералогического, дисперсного и морфологического состава и состояния новообразования. Модифицирование структуры цементного камня введением комплексных модифицирующих добавок, ну и там дальше. Ну вот как раз вот я почему вопрос задавала по предыдущему выступающему Максиму, что на самом деле вот очень сложная система формирования структуры цементного камня при твердении бетона. Там возникает, ну, порядка, не знаю, там 20, 30, 40 новообразований, которые обеспечивают те необходимые свойства цементного камня, которые и определяют свойства бетона в целом. И вот возможность моделирования появления вот этих новообразований, те, которые требуются для обеспечения высоких качеств бетона, вот это для нас является всегда очень важной задачей. Ну вот я еще раз обращаю внимание, здесь написано, что структура и свойства бетона в первую очередь определяются качеством цементного камня. Вовлечение новых сырьевых материалов позволяет существенно снизить водоцементное отношение и тем самым увеличить плотность цементного камня, его прочность и другое.
Ну и для как бы продолжения разговора в этом направлении хочу обратить внимание, что для формирования вот комплексных модифицирующих добавок, собственно говоря, которые и, как я уже сказала, являются основой бетонов нового поколения, применяется в том числе и нанообъекты или наночастицы, которые, конечно, созданы не для строительной отрасли, ни фуллерены, ни астролены, ни прочие наноуглеродные трубки совсем придуманы были не для строительной отрасли, но тем не менее они находят весьма такое интересное, перспективное положение в формировании однородных структур, необходимых для получения бетонов нового поколения. Ну и вот почему так вот я даже выделила высококачественный или высокофункциональный бетон. Наконец, вот наша нормативная документация в ГОСТах, национальных стандартах, это определение появилось. То есть вот до недавнего времени, до 2018, по-моему, года, вот эти вот терминологии, которые тоже очень так консервативно входят вот в нашу строительную отрасль, не было вообще понятия высококачественный или высокофункциональный бетон. Это было только на уровне научных докладов, научных публикаций. Вот теперь это появилось в нормативной базе, и, в принципе, производители, которые занимаются производством бетонов нового поколения, могут вполне обоснованно сказать, что да, это соответствует национальным стандартам, специальным требованиям к функциональности, которые не могут быть достигнуты путем использования традиционных компонентов, методов смешивания, укладки, ухода и твердения. То есть уже нормативная база повернулась к тому, что должны быть вот такие бетоны тоже быть производимыми. Ну вот на этом слайде как раз показаны характеристики высококачественных или высокофункциональных бетонов и пути их получения. Ну, еще раз вот обращаю внимание, что это применение комплексных добавок, применение наполнителей, применение дисперсного армирования, улучшение зернового состава заполнителей. Ну, вот из всех этих раз, два, три, четыре основных направления, они все очень важные. То есть мы здесь видим, что комплексные добавки вот на первом месте, да, за счет их именно и формируется структура, свойства высокофункциональных бетонов, которые необходимы не для рядового строительства, как я уже сказала, они необходимы для особо ответственных зданий и сооружений. Тоннели, мосты, высотные здания, сложные здания сложной конфигурации. Там, конечно, мелкозернистые бетоны с высокими функциональными свойствами, они необходимы. Также такая же идеология за рубежом на самом деле. Применение минеральных наполнителей то есть есть слово заполнитель и слово наполнитель. Вот наполнитель – это как раз тонкодисперсные добавки, которые заменяют, ну не заменяют крупный заполнитель щебень или гравий, они заполняют пустоты между зернами песка для того, чтобы мелкого заполнителя, для того, чтобы создать более однородную структуру. Вообще, как бы вот еще раз, идеология бетонов нового поколения – это однородная плотная структура бетона и комплекс высокофункциональных свойств одновременно в одном флаконе: и прочность, и морозостойкость, и водонепроницаемость. Все это достигается именно за счет однородности и за счет тех комплексов добавок, которые предлагаются для данного материала. Так, перещелкиваю. Так, не туда я поехала. Целью работы, которую наша группа осуществляет на протяжении нескольких лет, это как раз и является разработка многоуровневых модифицирующих добавок в технологии производства высококачественных бетонов. Почему эта тема вообще возникла, разработка многоуровневых модифицирующих добавок? Ну, как я уже сказала, на самом деле химия в строительстве, она несколько отстает вообще от химии в целом. Вот, и поэтому в основном все добавки, которые имеют строители в настоящее время,
это импортного производства, соответственно, со стоимостью. Ну вот если вы все знаете сухие строительные смеси, да, все пользуются, покупают для своих домашних целей. 90% стоимости этого вида продукции составляет стоимость добавок, которые туда входят. Это вот такая официальная как бы цифра. То есть 10% это стоимость цемента, либо гипса, либо там песка, а 90% стоимость добавок. Поэтому, конечно, интерес вот к тому, чтобы получить эффективные добавки на отечественном, чтобы появились на отечественном рынке эффективные добавки, конкурентные, но с меньшей стоимостью и с большим использованием местного сырья, это всегда является такой важной задачей. Ну и, соответственно, раз мы в этом направлении работали, давно работаем, продолжаем работать, то вот для создания как раз такой многоуровневой, объясню потом, почему это называется многоуровневой, решали следующие задачи. Обосновать выбор компонентов, как наноразмерных, так и тонкодисперсных компонентов, разработать комплексные модифицирующие добавки, изучить влияние на процессы гидратации цемента, разработать составы мелкозернистого бетона вот с этим комплексом модифицирующих добавок, исследовать их свойства, ну и, конечно, предложить для опытно-промышленных испытаний, что, наверное, зачастую является самым сложным, потому что строители идут на как бы разговоры с учеными, специалистами, только в том случае, когда ты говоришь, на 102% уже готово наше коммерческое предложение, покупайте и делайте. А вот просто вкладывать там какой-то интерес, чтобы появился на стадии лабораторных испытаний, конечно, это нереально. Мы это понимаем, поэтому даже не настаиваем. Так, дальше. Ну и вот как раз ответ, почему много уровней, потому что такая была поставлена рабочая гипотеза, научная гипотеза, что введение в цементную систему комплексных модифицирующих добавок, близких по химическому составу и дисперсности к продуктам гидратации цемента, на различных уровнях организации с учетом особенностей формирования однородной и плотной структуры мелкозернистого бетона позволит получать композиционный материал с повышенными эксплуатационными характеристиками. То есть мы хотели, сразу же такая была идея, собрать комплексную модифицирующую добавку. Почему комплексную? Ну, потому что должны были войти те различные компоненты, каждый из которых дополнял предыдущие и вносил бы какие-то новые свойства, дополнительные свойства, улучшающие структуру и функционал цементного камня и мелкозернистого бетона, в состав которых они входят. И наш интерес как раз исходил из того, чтобы эти компоненты, которые мы будем использовать, они имели бы химическое сродство с продуктами гидратации цемента. Ну, а цемент – это кальций, СиО2, алюминий 2О3, феррум 2О3, ну и все минералы, которые они складывают, гидросиликаты. Вот. Но по дисперсности, то есть были бы активны вот компонентом твердеющего цементного теста, но были бы разные по дисперсности, вот как раз для того, чтобы получить эту однородную плотную структуру, чтобы эти компоненты, с одной стороны, химически были бы активны, а с другой стороны, заполняли бы пустоты между зернами цемента, вяжущего, заполнителя, наполнителя, создавали бы однородную структуру. Вот такая была идея. Ну, объект исследования мелкозернистый бетон, вот я МЗБ его тут обозначаю, так мы привыкли, ну, для того, чтобы всем было понятно, вот я его расшифровала. Дальше. Ну, как обычно начинается исследование с того, чтобы понять, какими способами воздействия можно воспользоваться. Это химические, физические, физико-химические, технологические. Ну, нас интересовало для данного доклада, мы всем этим занимались, но для данного доклада я остановлюсь только на химических способах модифицирования. Это вот разные добавки. Вот они изображены в первой колоночке. То есть это наномодификаторы, микронаполнители, образующие дополнительные центры кристаллизации,
Микрокальцит – это добавки на основе местного сырья торф, ну, это наше тоже ноу-хау местное. Вот, активные минеральные добавки, взаимодействующие с продуктами гидратации, микрокремнезиум. И так были выбраны компоненты. Это наномодификатор, ну не просто наномодификатор любой, это был нанодиоксид кремния. Вот, сейчас я переключу, и там будет как раз видно. Ну вот, собственно говоря, такая модель, можно ее так представить, структурная, где в качестве самого крупного компонента это цемент, ну, здесь песка, потому что это для цементного камня делалось, самые крупные частицы. Вот представляем себе, да, нарисованные микрокомпоненты, заполняющие часть пустот между зернами цемента, это как раз микрокальцит и микрокремнезиум, и совсем уже мелко это нано-СО2. То есть все это вместе создают такую плотную однородную структуру при смешивании. Плюс к этому еще происходит химическое взаимодействие между частью компонентов. Или химически взаимодействуют, или создают условия для, как бы подложку для появления на них дополнительного объема новообразования, твердеющего цементного теста. Ну вот здесь как раз видно, что все они обладают разной удельной поверхностью, поэтому как раз могут эффективно и удобно встраиваться в пустоты дисперсных частиц, формируя микрообъемы структур твердения. Ну вот сейчас вот объясню, почему вот все эти добавки, они у нас называются МТ-600, это на основе торфа, микрокремнезиум, ТС-38 – это нанодиоксид кремния, новосибирцами созданный, и микрокальцит. Дальше вот здесь представлены характеристики добавок. Вот это наномодифицирующие добавки на основе диоксида кремния. Ну, почему мы не применяли здесь, допустим, там фуллерены или углеродные трубки? Мы их тоже использовали для своих каких-то вот своих интересных разных исследованиях. Но, честно говоря, вот когда мы читали про использование вот углеродных наномодификаторов, литературу, и читали, что повышает там на 200%, на 100% прочность цемента и бетона, относились к этому не то что скептически, с интересом, но такие характеристики не появлялись никогда. То есть вот эти фуллереновые добавки, они хорошо структурируют воду, активируют воду. Но чтобы это повышалось таким образом прочность цемента такого, или бетона, такого не получалось ни у кого на самом деле в реальной жизни. Поэтому мы вот подошли именно к такой истории, что будем использовать наночастицы, которые по своему химическому составу близки к продуктам гидратации цемента. Мы использовали добавки диоксида кремния, которые вот коллегами из Новосибирска были нам представлены, вот они разных удельных поверхностей. И плюс к этому тоже в нашем университете на кафедре прикладной механики был получен тоже нанодиоксид кремния из кремниевых пород с помощью плазмы, и его тоже мы использовали для интереса. Ну, собственно говоря, получалось особой разницы не было между новосибирским и нашим томским. Вот. А дальше... вот я еще хотела сказать, что тоже по результатам исследования вот нанодиоксид кремния, что нам было интересно, он состоял из альфа- и бета-модификации, причем они имели разные отношения к воде. Да? То есть альфа-модификация – это гидрофильная составляющая, а бета-модификация – гидрофобная, что тоже было интересно для процессов твердения, для организации процессов твердения и структурообразования цементного теста. То есть одна модификация структурировала воду, а вторая модификация с этой структурированной водой влияла уже на процесс гидратации цемента. Вот. Вторая добавка – это МТ-600. Это вот наше изобретение запатентованное на основе местного сырья, уж куда более местного, торф. Мы получили с помощью термической обработки, пиролиза, вот наша установка даже тут такая изображена, мы получили и запатентовали компонент
добавку, назвав ее МТ-600, которая по своему составу оставалась даже при этой температуре, сохраняла органоминеральные ассоциаты, то есть там тоже была и гидрофильная, и гидрофобная составляющая, и эта добавка активно участвовала в процессе гидратации цементного теста, повышая прочность и снижая водопотребность. То есть вот это тоже гидрофильно-гидрофобный баланс с помощью этой добавки как бы мы предполагали получить. Дальше. Ну вот как раз характеристика компонентов этой добавки. Мы видим, что в ней по-прежнему присутствует после пиролиза и диоксид кремния, кальций СО3, и осталась органическая часть графита. Вот даже нашли фуллерена С60. Небольшое количество, но нашли наночастиц. Кстати, делали это вот в вашем университете. Юрий Петрович нам делал исследование. Дальше третий компонент микрокремнезиум. Вот, он нам нужен был, с одной стороны, как компонент, вещество, которое обладает удельной поверхностью меньше, чем нанодиоксид кремния, больше вернее. Вот, то есть как бы дополняет его по дисперсности, но в то же время он менее активен, чем наночастицы диоксида кремния, но в то же время он является таким активным микронаполнителем взаимодействия с кальцием H2, который образуется при твердении цементного камня, образуя нерастворимые гидросиликаты кальция, что совершенно важно для твердеющей цементной композиции. Ну и, наконец, последний компонент – это микрокальцит. Он нам нужен был, собственно говоря, для того, чтобы добавить именно составляющую кальций СО3, кальций О при химических реакциях, проходящую, для того, чтобы уже окончательно сложить те компоненты, которые должны присутствовать в твердеющем цементном камне. Итак, вот нами была такой предложен обоснованный компонентный состав, были проведены исследования с каждым из этих компонентов на их влияние на свойства цементного камня и бетона. Потом мы их делали из них комплексы, допустим, нанодиоксид кремния с микрокремнезиумом, нанодиоксид кремния с торфом, нанодиоксид кремния с кальцием СО3 вернее. И вот получали разные интересные результаты и свойства, которые, с одной стороны, были интересными, но с другой стороны, не до конца нас устраивали, потому что не хватало именно полифункциональности. То есть повышалась прочность, но при этом ничего не происходило, там, допустим, с водопотребностью. Или, наоборот, понижалась водопотребность, но не повышалась существенно прочность. То есть что-то вот как-то не было такого завершающего итога. И тогда, ну, здесь как раз представлены характеристики цементного камня с разными вариациями добавок, что повышается, понижается. Вот, то есть, если вот на эту табличку смотреть, то видно, что, ну, допустим, из комплекса СО2 плюс микрокремнезиум повышается прочность цементного камня, повышается морозостойкость, обеспечивается плотная упаковка цементного камня, но не повышается водонепроницаемость или не понижается водопотребность, ну и так далее. И поэтому, конечно, возникло такое желание получить все-таки полифункциональную добавку из этих 4 компонентов, каждый из которых уже интересен, но как они будут работать в комплексе. Ну вот как раз мы тут методами и математического расчета, экспериментальными методами мы собрали вот такую полифункциональную добавку, состоящую из определенного соотношения компонентов расчетным методом и экспериментальным методом. Проверили и стали получать интересные вещи, что на самом деле вот принцип синергизма, он тут проявился как нельзя лучше. Каждый компонент в определенном соотношении, встретившись друг с другом, позволили получить такую интересную комплексную добавку, повышающую прочностные свойства сначала цементного камня, на нем мы пробовали, естественно, а потом мелкозернистого бетона в целом. И вот мы видим графики, на которых это как раз представлено по прочности, показывающие, что введение вот этих
вариантов добавок в разном соотношении позволило получить в разные сроки твердения повышение прочностных характеристик весьма существенные, до 70%. Ну, как всегда, были проведены рентгенофазовые анализы и электронно-микроскопические, все другие анализы, которые позволили определить, что на самом деле полифункциональная добавка, она является, с одной стороны, компонентом, на которых формируется дополнительное новообразование, то есть увеличивается их объем для твердения цементного теста, это крайне важно. Чем их больше, тем лучше. И плюс к этому формируются новые дополнительные объемы веществ, которые низкоосновных гидросиликатов кальция, которые как раз и создают начальную, ну, собственно говоря, и дальнейшую прочность придают цементному камню. Вот. Было показано, что эти новообразования, ну, за счет чего мы можем увидеть, что они появились? За счет того, что заполняются ими поры, то есть волокнистыми, игольчатыми и прочими новыми соединениями. Ну вот на основе вот этих вот предложенных комплексных модифицирующих добавок были подобраны, ну не подобраны, собственно говоря, есть методики расчета, алгоритмы расчета состава бетонной смеси, и стандартные, и нами модернизированные. Мы использовали вот наши полифункциональные добавки и получили вот в расчетной прочность бетона 56,69 мегапаскаль должно было получиться из контрольного модифицированного, вернее, так, что-то я не то сделала. И вот мы тоже были проведены исследования, показывающие, что мелкозернистый бетон с нашей добавкой показал более высокие значения прочности, более высокую водонепроницаемость вот из V8 до W16 и более низкую пористость и более высокую морозостойкость. То есть вот эти конечные цифры, вот они здесь показаны, контрольные, модифицированные. Морозостойкость 4 раза повысилась, прочность экспериментальная получена 54,74, то есть огромная разница. Вот таким образом мы пришли к такому для нас крайне интересному результату. При этом еще и экономическая эффективность тоже оказалась достаточно ниже по сравнению с другими высокофункциональными бетонами, которые получались с импортными добавками. Ну, вот таким образом выводы по нашей работе заключаются в том, что нами был обоснован выбор наноразмерных и тонкодисперсных минеральных компонентов, которые дали возможность получить эффективную высокофункциональную добавку. Были исследованы особенности структурообразования цементного камня и бетона. Была предложена вот эта модель построения снизу вверх, то есть в зависимости, как матрешка, да, по дисперсности компонентов, составляющих и добавку, и весь в цементное тесто, и, собственно говоря, всего мелкозернистого бетона в целом. Получены характеристики бетона, позволяющие говорить об эффективности добавок, ну и, соответственно, еще экономическая эффективность. Вот такая работа нами проводится. Мне просто интересно было показать слушателям, что вот мы тоже занимаемся материаловедением, прикладным материаловедением, но крайне важно, потому что на самом деле понимать, куда движется соседняя пролегающая наука в ГАСу, ну, наверное, интересно, потому что знать о том, что современные бетоны – это не только цемент, песок, щебень и вода, но еще и куча других компонентов, и правильно подобранные составы, и различные алгоритмы, связанные с проектированием состава бетона. Я об этом не докладывала, но это тоже у нас вот такие работы проводятся. И вторая задача моя была в том, чтобы, ну, на самом деле, может быть, найти какие-то контакты, точки соприкосновения в том, что нам не хватает. Вот нам не хватает, честно признаюсь, фундаментальности исследований, связанных с построением математических моделей, связанных с формированием, вернее, с исследованиями тонкими физико-химическими, которые у нас и оборудование такого весьма сложно раздобыть в нашем университете.
Вот, поэтому мы вот готовы к разного рода предложениям, контактам. А почему я спрашиваю про 3D-принтер, аддитивные технологии? На самом деле это тоже, собственно, отношение к высокофункциональным бетонам самое непосредственное, потому что получить бетоны, смеси на основе цемента, которые одновременно в тонких слоях на большом длине укладываются с определенным алгоритмом, приклеиваются друг к другу, да, набирают начальную прочность, выдерживают последующий слой. Вот из цемента это сделать крайне сложно. Вот я буквально вот сейчас мне пришла заявка, несколько уже таких было. Вот придумайте нам смесь, которая ну, в первые сутки набирала бы 800 килограмм на сантиметр квадратный, 80 мегапаскаль. Ну, как я из цемента это придумаю? Понятно, что вот эти составы должны быть либо уже полимер цементный, то есть насыщенный полимером настолько, чтобы как бы цемент составлял какую-то вот небольшую его часть, чтобы работал полимер, вот так вот хорошо склеивался, потому что сроки твердения цемента, ну, вот они крайне фиксированные, других вариантов нет. То есть начало схватывания 45 минут, время набора 70% прочности – это 7 дней, если без всяких ускорителей твердения. Поэтому вот моделирование процесса, допустим, 3D-принтирования с использованием наших композиционных материалов является крайне такой важной задачей – обеспечить такие свойства. Вот мы в этом направлении что можем делаем, пытаемся делать. И если у кого-то есть такой, появится, вернее, какой-то интерес по совместной работе, мы будем только рады. Спасибо за внимание. Спасибо за интересный доклад. У меня вот такой вопрос. Вот вы показали там прочность до 150 мегапаскалей, но это прочность на сжатие. Да, а у бетона слабое место – это прочность на растяжение. Вот эти бетоны считали там 4-10 мегапаскалей. Вот именно вот в увеличении прочности на растяжение какие-то данные есть? Да, конечно, это как раз вот и относится к категории высокофункциональных, чтобы были такие характеристики. Но для увеличения прочности на изгиб, на растяжение традиционно уже теперь применяется наноармирование, то есть микроармирование с помощью углеродных трубок, потому что, собственно говоря, вот этот вот недостаток, ну как бы низкая прочность, она идет за счет того, что сам цементный камень, он обладает низкой деформативностью. Поэтому микроармирование с помощью углеродных трубок – это еще один компонент как раз вот из многокомпонентной системы, который необходим для того, чтобы вот эти вот нивелировать недостатки. Ну, плюс к этому, опять же, в традиционных бетонах слабым звеном является зерно крупного заполнителя. Именно там на контакте происходит излом. А вот применение сейчас уже становившееся как бы таким регулярным, что ли, мелкозернистых бетонов, вот эти вот нюансы снимает. Ну, опять же, там повышается водоцементное отношение, поэтому здесь нужно нивелировать водоцементное отношение, то есть одно за другим идет. Ну, то есть микроармирование, снижение дисперсности, получение оптимальной структуры зерновой, вот это все в совокупности, собственно говоря, должно снижать трещину. Цифру можете назвать? Сколько? Чё? На растяжение. А на растяжение сколько? Да. Ну, честно говоря, вот такую цифру не скажу. Ну, нажатие, да. Это мы знаем. Да. Вот я и думаю, что вот, вот ваш бетон, который вы получили, да, там, вот у него нажатие там 60, да? Ну вот именно вот у нашего бетона, честно говоря, я вот этих данных у меня нету, мы не проводили. На изгиб испытывали, конечно, на изгиб повышается на самом деле. Вот цементного камня, бетона не проводили. Вот цементного камня повышается. То есть мы когда испытываем цемент с добавкой, мы параллельно всегда делаем и на изгиб, и на нажатие. Там по-другому просто их не разрушишь. Сначала на изгиб ломается, потом на нажатие. Вот половинки балочек. Поэтому там тоже повышается, но опять же вот как раз тот компонент, вот, который ноу-хау наш торфяная добавка, она имеет после пиролиза, у нее такая волокнистая структура. И вот эти ассоциаты органоминеральные, они там как переплетены. И вот как раз эта волокнистая структура этого компонента нашей полифункциональной добавки, она влияет на прочность при изгибе.
Вот. Ну, то есть там вот такая вот Спасибо. связка. Вот поэтому я говорю, что современный бетон, вот чтобы добиться всех вот свойств одновременно, приходится из одного брать одно свойство, из другого другого, все это вместе миксовать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Ага. такой вопрос. Уменьшая селективность системы, конечно, можно добиться и повышения плотности, Мгм. и увеличения прочности, что, собственно, вы и показали. А вот как быть тогда с зональным обособлением? У вас слишком большая разница в удельной поверхности компонентов. Когда вы проводите эксперименты в лабораторных условиях, это легко решается. И что Мгм. касается керамических материалов, я с Да-да. ними работаю. Если выходить на промышленную технологию, как вы будете решать этот вопрос зональным обособлением? То есть у вас более мелкие частицы будут агрегироваться, агломерироваться, между ними будет возникать остаточная Ага. пористость, что, конечно, негативно будет сказываться на прочностной Я понимаю, характеристике. поняла ваш вопрос, потому что он на самом деле как бы давно вообще состоялся, ну вот еще вот на уровне, когда организовывалось производство сухих строительных смесей. Там такая же история была, то есть нужно еще в сухом состоянии все это перемешать до однородного состояния. Там, значит, были использованы, ну, собственно говоря, теперь это оборудование есть, там были предложены и используются сейчас широко в промышленности специального вида смесители. То есть не лопастные, как обычные бетонные смеси, а турбо, вибросмесители, которые как раз позволяют уложить вот в сухом виде эти компоненты в однородную систему. Но вторая, вот когда мы свою добавку разрабатывали, у нас тоже было две задачи. Как бы. Первая задача – это была получить эту однородную композицию. Конечно, допустим, в рамках уже серийно выпускаемой в бетонных смеси это сделать сложно, поэтому все-таки нужно ее делать отдельно. Вот. И мы проводили такие исследования, то есть разное время смешивания их в мельнице, там 5 минут, 10 минут и так далее, разное время. И определялась потом их эффективность. Ну, то есть было найдено такое оптимальное время, когда эти компоненты как бы между собой соединялись, еще и маленько домалывались, вот, и получалась такая однородная добавка. Но это, собственно говоря, вот задача любых специалистов, которые занимаются технологией создания каких-то разнодисперсных компонентов. То есть нужно их все-таки их отдельно смешать. Вторая у нас задача была в том, чтобы эту добавку еще и однородно ввести в бетонную смесь. И там тоже есть разные способы, и в литературе известные, мы их тоже использовали. Это либо вот как в сухих смесях сначала сухое смешение компонентов, допустим, цемента с добавкой, а потом все это вместе уже в бетонную смесь, либо с помощью ультразвука, что тоже мы делали. То есть эти и агломерации, и однородность распределения, эти вопросы, они, конечно, существуют. Их надо просто решать вот по мере их поступления. Ну вот как варианты вот такие вот. Либо добавка готовится отдельно, все компоненты смешиваются, еще и там в процессе происходит какая-то их дезинтеграция. Вот. Либо вот с помощью ультразвука и других побочных средств. Спасибо большое. Угу. Вопрос касательно мех-испытаний. А вы на каких вы делали у себя в этом? Да. И да. вас там, а какая форма была? Ну, у нас есть стандартные формы, то есть вы заливали, выдерживали? Да, у нас есть стандартные методики, то есть для цемента, когда испытываешь цемент, можно делать это маленькие кубики 2 на 2, если чистое цементное тесто, если это уже для определения марки, там, допустим, цемента или раствора, это балочки 4 на 16, вот как раз они сначала на изгиб ломаются посередине, а потом половинки на сжатие. Но бетоны это тоже нормированные кубики 10 на 10 сантиметров, 10 на 10. А какая ошибка у вас? Так, у нас коэффициент не более 5%. Вот, в строительных материалах допускается и больше. У нас мы вот для себя установили не более 5% коэффициент.
Ну, мы все испытания делали настолько многократно и настолько многосерийно, что вот где-то вот так вот в этом масштабе, вернее, интервале оно у нас и было 2,5-5% допускалась Понял. И ошибка. то есть и по 20 образцов на точку как Ой, там. это вот вообще не меньше. Понятно. Ну, потому Вот, что такая ну, вот мне кажется, многотрудоемкая. что так вот у вас там где-то была прочность написана какая-то цифра типа 57,1. Ну, Вот может это быть. меняет. То есть это точно. Да, это Ну да. точно. И вот мне кажется, что у вас вот один из главных выводов, вот Мгм. просто с горным делом, что у вас ваши добавки, они прочность не меняют. Вот, потому что так вот придраться к вашим испытаниям, особенно бетонов, значит, что вот лабораторные сделали. Ну, знаете, там они вот когда делают большие, они там уже Это практически понятно. Ну, 20 на 20 сантиметров. Нет, подождите, но есть нормативная база, на которой ГОСТы, где написано, что испытания даже серийно выпускаемых бетонов, ну, тем более лабораторных, это кубики 10 на 10, то есть это ну, как бы традиционно, то есть это вот нормированные кубики, Да. которые потом можно делать на меньших, для этого существует Ну, таблица там масштабных ГОСТы, коэффициентов. если есть, они, вот, ну, по Да, крайней да, мере, на да. горных породах Да. 10 на 10 это то, что вот в лабораториях, вот. А у вас вот, например, там размерный эффект есть. Вот мне кажется, что у вас вот главный эффект, это то, что вот ваши добавки в Мгм. любом случае не портят прочностных свойств. Не, мы для этого не делали, чтобы они мы делали, чтобы усиливали. Нет, смотрите, Вот. на самом деле вот есть ГОСТ, по которому класс бетона, сейчас не марка, сейчас класс бетона, определяется на кубиках 10 на 10 после там 28-суточного твердения. То есть все вот эти условия должны быть выдержаны, Понял, иначе понял. мы просто Нет, не я сможем быть. понял. Да, мгм. Просто опыт вот показывает, что Да. их интересует, чтобы ваши добавки, ну или там вот Ага. не испортили то, что есть, вот строители тех А же строители самых. вообще интересуют совсем другое. Им нужно понижать стоимость квадратного метра жилья. Да, Больше при им том, ничего не нужно. чтобы прочность бетона от добавки испортилась. Ну да, Спасибо. ну да. Есть еще вопросы? Вот. Ну, тогда сейчас у нас перерыв на кофе 20 минут. К сожалению, вот наш китайский коллега так и не смог через блокировки к нам пробиться. Еще вот несколько минут назад пытались наши специалисты его увести, но Китай – это очень специфическая страна, там свои правила. Вот. Ну, мы предложим ему записать доклад и выложить в онлайн секцию. Ну, если он воспользуется этим, у вас будет возможность посмотреть. Очень жаль, но сейчас является перерыв, а после перерыва у нас будут доклады из Москвы, Белгорода и Новокузнецка. Ну, я надеюсь, что там проблем с блокировками не будет.
Ну ладно, все, у меня тоже включился. Так, ну все, собрались, чай попили, кофе попили, продолжаем. У нас осталось 3 доклада на окончание сессии. Сейчас мы ждем Горячеву Ирину Георгиевну, ИПМ РАН Москва. А Китай так не появился? Нет? Не будет?
Что тогда? Какой доклад? А можно я к вам спущусь туда? Что я буду здесь сидеть? Я к вам уж приду. Раз там технические вопросы такие, так я лучше поближе к технике. Чтобы там командовать этим процессом. Мгм. Слышите? Виктор Евгеньевич, вы нас слышите? Конференция. Алло. Виктор Евгеньевич, вы на связи? Слышим вас. Включился? Виктор Евгеньевич. Вы меня слышите? Да, вас слышно хорошо. Так что, можно начинать? Евгений Викторович, что можно начинать? Да, начинайте. Можно начинать. Но вы имеете в виду, что мои коллеги меня попросили делать доклад на колонке. Выключите, пожалуйста, колонки. У вас эхо. У нас колонок вообще нету. У нас ноутбук. Вот все, теперь хорошо слышно. Теперь хорошо. Так, значит, и вы мне даете полчаса времени. Ну, хорошо. Так, одну секундочку. Ты не отходи, почему? Потому что вдруг какие-то вопросы. Вот 10 посиди здесь, пожалуйста. Ага. Юля. Вы меня, Евгений Викторович, вы слышите меня? Ау. Я соорганизатор технического комитета, и вас здесь нормально слышно. Понятно, Начинайте. Понятно. Мы с Евгением Викторовичем договаривались, что я буду делать для своих китайских коллег на английском языке доклад. Вот этот момент имейте в виду. Вы меня услышали, да? Да, все, вас хорошо слышно, и Ну, презентацию вашу видно. Хорошо. Good morning, dear ladies and gentlemen. Good morning, dear participants of the international conference. Let me introduce, first of all, myself. It's me. My name is Viktor Gromov. I am from Siberian State Industrial University. It is the title of my presentation, Change in Structure Phase States and Properties of Differentially Quenched Rails during Extremely Long-Term Operation. The authors of this report are presented here at this slide. Some words about the appearance of this report, of this problem. The knowledge of regularities and nature of deformation of structure, phase composition, defects, substructure, properties of rails is necessary for the production of special categories of rails, the rails of increased wear resistance, low temperature reliability, and so on. We investigated this problem for a long time
And the main results are presented in the two monographs. They were printed in Novokuznetsk, they were printed in Novosibirsk, publishing house Siberian Academy of Sciences. 8 years ago, the manufacture of 100 meter rails differentially quenched by pressed air has been started in our city at West Siberian Metallurgical Plant. We began the investigations of these rails, and the results were formed in our next 3 books. These books were also printed in Novokuznetsk, and the left one is printed in the United States of America. The aim of our study is to establish the nature of strengthening, is revealing the irregularities, and the aim is to carry out the comparative analysis of structure, phase composition, defect substructure, and properties being formed at different distances along central axis and along the fillet in the head of 100 meter differentially quenched rails after past tonnage 1,411 million tons gross weights. We used traditional method of study, optical scanning and transmission electron microscopy. Chemical composition of our category rails is presented here. According to the chemical composition, we can conclude that metal of rails meets to the requirements of Russian standards and standards of Russian railways. We analyzed the structure phase states at different levels: macrostructure, microstructure, nanostructure. This slide is illustrated the structure and phase state of rails at the surface of the rails. We can see that in the zone of working fillet, the contact fatigue cracks are observed. They are located at right angles to the rolling axis. Surface defects of head rails with different magnification, you can see at this slide. We also can see the crack of contact fatigue on the surface. Structure of rolling surface or thread surface, optical microscopy of each section. The depth of the deformed layer is not very large. It varies within 0.035 millimeters. This slide illustrates a diagram of sample presentation by method of transmission electron microscopy. We analyzed structure phase states and properties along the 2 different directions, along the central axis and along the radius of curvature of fillet at the distances 0, 2, and 10 millimeters from the surface. In initial state, after differential quenching, we observe the traditional structure. We observed layamnopelite grains A. We observed ferrite carbide mixture grains B, and structure-free ferrite grains C. Initial state after differential quenching. The relative content of structural constituents of these differentially treated rails is presented at this slide. V1 volume fraction of
lame lepidolite, V2 volume fraction of ferrite carbide mixture, and V3 is structure-free ferrite grains. As you can see, structure-free ferrite grains, the content is very small, approximately it varies from 1 to 5%. Scalar dislocation density varies from 4 to 6 multiplied 10 to the 10th degree centimeter to the -2nd degree. The main parameter of the rails is interlaminar distance of lame lepidolite grains. The dependence of these parameters on distance from the rolling surface is presented here. Curve number 1 along the central axis, number 2 along the symmetry axis of fillet, along the radius of curvature of the fillet. It is seen that this parameter varies in the limits from 125 to 185 nanometers. It decreases at transition from the tread surface to from the rolling surface deep into the rail. Let us analyze the structure transformation of lepidolite grains. There are 3 stages of transformation. Plastic deformation of lepidolite steel is accompanied by 2 processes simultaneously: cutting of cementite plates and their dissolution. Transmission electron microscopic image of the structure of such lepidolite grains is presented here. We can see the stage of cutting cementite plates. They are indicated by arrows by gliding dislocation. It is the first stage, cutting of cementite plates. The second stage consists in change of defect carbide substructure. Such stage is caused by penetration of gliding dislocation from the ferrite crystal into the cementite crystal lattice. Transmission electron microscope image of the structure is presented here. Arrows indicate fragments of cementite plates. The third process, the third stage of transformation, we observed the nano-size particles. They are located at the places of the former cementite plates. These particles can carry there in the course of dislocation slip, or they can be formed in the process of deformation, decomposition of solid solution of carbon in the crystal of alpha iron. Let us analyze the structure phase transformation along the central axis and along the radius curvature of the fillet. In these cases, we observed the presence of band extinction contours in material. It indicates the curvature torsion of crystal lattice in material. Such band extinction contours we observed in grains of ferrite carbide mixture A, in grains of lame lepidolite B, and in grains of structure-free ferrite. Hardness of steel is a mechanical characteristic. Rockwell hardness at the depth of 2 millimeters from the rolling surface is 37.1, at 10 millimeters 35.8, and at 22 millimeters 35.6. We can see
the decrease of this parameter. It can be explained by the presence of material deep deformation in the indicated zone. Let us analyze the structure phase states at different distances from the rolling surface, 10 millimeters from the surface, rolling surface, 10 millimeters. Traditional structure, laminar grains, A, with different defects of structure inside these grains. The scalar dislocation density is approximately 1.7 multiplied 10 to the 10th degree centimeter to the -2 degree. Electron microscope images at the depths of 2 millimeters from the rolling surface. There are some differences. First of all, laminar pearlite, in whose volume of colonies the cementite plates are cut and displaced relatively to each other. Figure A. Then we observe subgrain structure. B. The presence of displacements on reflection of microelectron diffraction patterns, C, obtained from such structure, allow us to establish, to estimate the azimuthal component of angle of structural complete disorientation. It is equal approximately 5 degrees. And D, E, F, we can see the laminar pearlite by the dissolution and the appearance of nanoscale particles in the bulk of ferrite grains. Thread surface, rolling surface. It is clearly seen that result of extremely long-term operation of rails is a substantial transformation of pearlite structure. We observed also subgrain substructure along with the subgrain boundaries and boundaries of junctions. We observed the combined phase particles whose sizes vary in the limits from 30 nanometers to 55 nanometers. Then let us begin the analysis of structure phase state transformation along the radius of curvature of fillet. Traditional structure, laminar pearlite A, degenerate pearlite, ferrite combined mixture A. This slide illustrates the structure and phase states of metal along the symmetry axis of rail working after past tonnage. It is clearly seen that such long-term operation is accompanied by the formation of structural gradient. We observe such type of structural constituents. Figure 1, degenerate pearlite plus fractured pearlite. Red 2, the second, laminar pearlite, and ferrite combined mixture, blue. We can see that degenerate pearlite and fractured pearlite is decreased from the rolling surface. Dislocation substructure, and the diagram of dislocation substructure in the degenerate pearlite and fractured pearlite grains, figure 1, laminar pearlite, figure 2, and ferrite combined mixture. Scalar dislocation density increases the most intensively in laminar pearlite structure,
red color, the least intensively in the structure of degenerate pearlite and fractured pearlite. Along the radius of curvature of fillet, we also observed the band extinction contours. This slide is illustrated the such structure, the distance of 2 millimeters from the fillet surface. In the layer forming the fillet surface, the extinction contours are localized mainly in the bulk of individual ferrite plates B. Diagram illustrates the distribution of excess dislocation density gradient. As you can see, at the distance of 10 millimeters from the rolling surface, there is absence of ferrite carbide mixture. Transmission to microscope image A, we can see that band extinction contours is designated by arrows. The main aim of our report is physical mechanisms, physical nature of rail metal transformation, strengthening during the long-term operation. It is evident that in determining the material microhardness, it is impossible to take into account all morphology and phase diversity of steel structure. In this context, we try to make the quantitative estimate of steel strengthening mechanisms during such long-term operation. We analyze such mechanisms as matrix lattice friction, contribution to the interface boundaries, contribution to the dislocation substructure, internal stress fields, presence of combined phase particles, contribution to the solid solution strengthening, contribution to the pearlite constituent of the structure. The results of such calculation is presented at the next table. At different distances from the surface of fillet and the rolling surface. Analyzing this table, we can conclude that increase in past tonnage leads to the increase in steel strength. We can calculate the yield point of metal after long exploration. I'm sorry. Close the door. Excuse me, please. Let us continue. This slide illustrates the total yield stress of rails from the distance to the head surface. There are three curves. Curve number 3, its initial state after differential quenching. Red curve after past tonnage 491.8 million tons, and curve number 1 after past tonnage 1,411 million tons. We can see that the increase in the gross tonnage leads to the significant increase in yield stress at yield point. In our case, only the surface layer of rail metal with a thickness of approximately 2 millimeters is subjected to the strengthening.
At the greater distance from the rail head, the strength properties of the steel are at the same level as in the initial state. We can also conclude from these figures that strength of the surface layer of the metal of working fillet B is almost 2 times higher than the strength of surface layer of metal of rolling surface A. Let us allow me, please give me the opportunity to make a conclusion. I'll present only 2 main conclusions. It was established that the most significant physical mechanisms ensuring the high strength properties, conclusion number 7, of railhead subjected to extremely long-term operation are as follows. The dislocation mechanism caused by interaction of moving dislocation with immobile dislocation, so-called force dislocation in the surface layer, and the interaction of mobile dislocation with low angle boundaries and fragments of subgrains of nanosize meter for the rolling surface. And the main conclusion is as follows, number 8. In order to avoid possible destruction, possible fracture of the fillet surface and removal of the rails after the extremely long operation, we think that it's necessary to slow down the formation of critical structure and process of destruction of cementite plates. That's all. Thank you for your attention. I am glad to stop, to finish. Я готов ответить на все ваши вопросы. Your question, please. You may ask me in 2 languages as you like. Вопросы, пожалуйста, докладчику. Вопросы. Можно на русском. Могучий. Я забыл сказать, что кто, так сказать, заинтересован в результатах наших исследований, могут обратиться к Сергею Валерьевичу Фортуне. У него есть наша книжка. Если нужно еще электронный вариант этой книжки, мы готовы представить и на русском, и на английском языке каждому, кто запросит. Проблем здесь никаких нет. Спасибо. Все, да? Все, да, был рад с вами пообщаться. Всего доброго, будьте здоровы. Итак, доклад Ирины Георгиевны Горячевой, которая подключилась, по всей видимости. Еще несколько минут. Ну ладно. Добрый день, уважаемые коллеги. Я могу включить демонстрацию экрана, да? Да, конечно, у вас есть доступ. Да, все, спасибо большое. Поскольку уже анонсировали, я могу начать, да? Уважаемые организаторы, можно мне начать свое выступление? Да. Начинайте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги.
И извините за задержку, вот некоторые технические сложности, которые возникли. Я очень рада приветствовать всех участников конференции, традиционной конференции, которая проводится осенью в Томске, на которой обсуждаются очень интересные вопросы, связанные с материаловедением, с прочностью материалов. Мой доклад, как всегда, будет посвящен в основном моделированию. И в этот раз я расскажу вам о моделировании накопления контактно-усталостных повреждений в поверхностных слоях деформируемых тел в условиях фрикционного взаимодействия. Контактная усталость, как известно, возникает при циклическом изменении напряжения в деформируемом теле. Вот в условиях фрикционного взаимодействия накопление контактно-усталостных повреждений происходит в его поверхностном слое взаимодействующих материалов. При этом тот подход, о котором я сегодня расскажу, он справедлив для моделирования как на макроуровне, так и на микроуровне. Ну, на макроуровне самый известный пример и самый очень актуальная задача – это моделирование контактно-усталостных повреждений поверхностей колес и рельсов на железнодорожном транспорте. Вот здесь приведен пример контактно-усталостных повреждений, выщербины, которые дальше может развиваться и в магистральную трещину. Поэтому это очень нежелательное явление, но оно имеет место не только на железнодорожном транспорте, и в подшипниках качения. Эти же явления, если говорить о усталости в условиях трения качения. Так что это очень актуальная задача, которая требует своего решения как экспериментальными методами, так и методами моделирования. И не менее интересная и важная задача – это моделирование контактно-усталостного изнашивания. То есть когда циклическое нагружение поверхности уже происходит на масштабе взаимодействия шероховатостей, неровностей материала с поверхностным слоем другого материала. И вот в результате такой циклики при фрикционном взаимодействии возникает тоже накопление усталостных повреждений и возникает разрушение поверхности, которое уже на этом масштабном уровне называется износом, износом по контактно-усталостному механизму. Однако тот подход, который я развиваю вместе со своими учениками, коллегами, он базируется на одном и том же математическом алгоритме рассмотрения, математическом, механическом, который состоит в том, что в условиях фрикционного взаимодействия мы определяем контактное напряжение, это контактное давление, касательное напряжение в зависимости от условий взаимодействия. По этим напряжениям мы рассчитываем внутреннее напряжение в материале, а затем уже по внутренним напряжениям, основываясь на некотором критерии накопления повреждений внутри материала, рассчитываем функцию поврежденности и дальше глубину разрушения, распространение трещины и так далее. Это на макромасштабе, но на микромасштабе особенности моделирования износа я тоже расскажу более подробно во время моего доклада. Начнем с макроуровня и рассмотрим задачу о качении. Будем моделировать напряженное состояние, циклическое напряженное состояние в условиях качения. И для того, чтобы можно было применить аналитические методы, я здесь привожу, сначала давайте поставим задачу о качении, вспомним, в чем же особенность задачи о качении, а затем уже приведем результаты для более простого математической постановки.
Но задача о качении, она это контактная задача, она сводится к следующим смешанным граничным условиям на перемещение по нормали к поверхности, которые связаны с деформированием как самого катящегося тела, так и с деформированием основания. Это зазор между поверхностями, который определяется. Что очень важно, в условиях трения-качения с учетом микропроскальзываний, которые впервые обнаружены были Осборном Рейнольдсом, мы решаем задачу со смешанными граничными условиями для касательное напряжение внутри области контактного взаимодействия. То есть внутри области контактного взаимодействия есть зоны микропроскальзывания, где равны скорости относительного перемещения взаимодействующих тел равна нулю, а при этом выполняются условия, что касательное напряжение меньше предельной силы трения. И в областях проскальзывания выполняется закон трения, ну, в частности, здесь закон трения Кулона-Амонтона. То есть есть зона, где есть проскальзывание, где зона сцепления. Такая смешанная задача в случае плоской постановки для одинаковых упругих материалов, она имеет аналитическое решение. И здесь я привела вот это аналитическое решение, которое позволяет затем и в аналитическом виде представить и выражение для внутренних напряжений, которые нас интересуют. Но вообще говоря, это, конечно, только в качестве вот более изложения такого и понимания проблемы, но на самом деле, конечно, решаются сейчас и трехмерные задачи, в частности, для колеса рельса мы решаем задачу в трехмерной постановке вариационными методами. Вот эти же напряжения контактные находим с учетом свойств промежуточного слоя, с учетом модификаторов трения, например, которые находятся на поверхности колес и рельсов для управления трением. То есть эта задача вот здесь выбрана только в качестве демонстрации метода алгоритма расчета контактных напряжений, но имеет отношение, безусловно, к практическим приложениям. Для того, чтобы усложнить эту задачу, мы добавили еще и определение внутренних напряжений, задачу определения внутренних напряжений, и делая ее более содержательной, мы рассмотрели еще при определении внутренних напряжений остаточные напряжения, которые могут быть в материале основания, по которому катится упругое тело. И вот с учетом остаточных напряжений были рассчитаны все компоненты тензора напряжения внутри упругой полуплоскости. И в частности, вот, по ним были рассчитаны распределение максимальных касательных напряжений, которые мы положили в основу исследования, в основу критерия контактно-усталостных повреждений. Но здесь вот иллюстрирует результаты расчета, иллюстрирует распределение максимальных касательных напряжений внутри упругой полуплоскости при ненулевом коэффициенте трения с учетом, когда нет остаточных напряжений, когда есть остаточное напряжение, чтобы посмотреть, как же меняется поле напряжений. Ну, хорошо известно, что максимальное касательное напряжение при в зависимости от коэффициента, величины коэффициента трения, они могут быть на глубине, максимальные значения в глубине
под поверхностью, либо на поверхности материала. И также вот роль остаточных напряжений, она повышает, вот в частности, вот при данных выбранных параметрах, повышает значение максимальных касательных напряжений. То есть и тот, и другой, и коэффициент трения, и величина остаточных напряжений влияют на распределение максимальных касательных напряжений. Здесь проведен анализ уже амплитудных значений максимальных касательных напряжений в зависимости от глубины. То есть, зная общую изолинию, рассчитав изолинии максимальных касательных напряжений, можно рассчитать на каждой глубине амплитудные значения, которые, вообще говоря, и важны в критерии разрушения поверхности. И здесь проведен некоторый анализ, который показывает, что и остаточное напряжение, и коэффициент трения оказывают влияние как на глубину расположения вот этого слоя, где происходит наибольшее колебание максимальных касательных напряжений, так и на на величину максимальных касательных напряжений, с которыми, как я уже отметила, мы связываем критерий накопления повреждений. И вот как рассчитывается поврежденность подповерхностных слоев материала. Ну, мы принимаем некоторые критерии скорости накопления повреждений, какая-то функция поврежденности материала, скорость накопления повреждений. Вот в данном расчете мы связали ее с амплитудными значениями максимальных касательных напряжений. С и М – это параметры материала. Тогда поврежденность в материале будет накапливаться с течением времени Т, это время N, это количество циклов, Т время, поврежденность будет накапливаться, и при достижении некоторой критической поврежденности, мы ее позначили в безразмерном виде как единицу, у нас произойдет критическая поврежденность, которая определяет зарождение трещины в материале. Таким, Тау-1 здесь везде все в безразмерном виде, это приведенное к максимальным значениям контактных напряжений, контактных давлений, значения поврежденности. И вот, учитывая уже обсужденное нами поле распределения максимальных касательных напряжений, мы получаем вот такую функцию поврежденности материала, которая при разных параметрах ее можно посчитать, показывает, что поврежденность вот при данных значениях параметров, вот при данном коэффициенте трения, она накапливается и на поверхности, и внутри материала, но наибольшая поврежденность накапливается внутри материала. Таким образом, там ожидается и разрушение. Вот такой алгоритм, вот эту схему, которую я вам изложила на простом примере, мы используем сейчас для расчета накопления поврежденности в колесах и рельсах, в зависимости с учетом изнашивания, изменения профилей колес, с учетом наличия остаточных напряжений. Эти работы, они используются на железных дорогах для того, чтобы посмотреть, как вот новые материалы, которые внедряются, которые как раз отличаются этими разными механическими и прочностными характеристиками, а также наличием остаточных напряжений, как они себя ведут в условиях циклических нагружений, при разных условиях контактного взаимодействия, и прогнозируем возникновение в них контактно-усталостных повреждений и глубину их зарождения этих повреждений. То, что было показано на вводном слайде. Теперь
Это такой же подход, вот я хотела бы проиллюстрировать уже на примере совсем другого материала, который сейчас мы изучаем в нашей лаборатории. Это углерод-углеродные композиты. Вот мы обнаружили при при экспериментах на контакте в схеме шарик-диск, мы обнаружили, что в углеродном композите тоже что имеет место вот таким усталостное разрушение на макроуровне. Рассмотрели разные виды композитов и посмотрели, вот здесь написано, которые армированы разной длиной волокна, разными прочностными характеристиками волокон, то есть структура композита разная, но тем не менее они проявляют, эти композиты в экспериментах, усталостный характер разрушения, о чем говорят вот эти записи коэффициента трения, который проводился в процессе эксперимента вот по схеме контакта шарик-диск. То есть у нас в какой-то момент времени, разный для каждого материала, происходило резкое повышение коэффициента трения, и мы наблюдали, что возникает вырыв материала с поверхности трения. Причем процесс разрушения он характеризовался тем, что существует некоторый инкубационный период, когда поверхности практически не изнашиваются и гладкие, а потом происходит резкое изменение поверхности, вырывание материала с поверхностных слоев, что указывает на усталостный механизм разрушения. И мы провели для разных, в зависимости от структуры, в зависимости от условий нагружения, это разная нагрузка, разные скорости скольжения, мы посмотрели форму разрушенной поверхности и попытались и решили проверить, а подчиняется ли это усталостному механизму, вот такое поведение при разных нагрузках и скоростях материала, происходит ли это по усталостному механизму, и можно ли методом осреднения предсказать полученные результаты. И было проведено моделирование разрушения в условиях контактного взаимодействия со сферическим индентером этого композитного материала, причем разных композитных видов композитов, которые с разной структурой. Мы рассчитывали осредненные модули упругости, по ним рассчитывали контактное давление, внутреннее напряжение и определяли расстояние от поверхности для каждого исследуемого композита, на котором зарождается усталостная трещина, и затем сравнивали с результатами эксперимента. Типичные такие расчетные результаты расчетов приведены здесь. Это мы тоже рассматривали по критерию максимальных касательных напряжений и посмотрели, как для разных нагрузок, как меняется глубина зарождения. Здесь они близкие цифры, но это к разным отнесено, к разным площадкам контакта. Здесь, извините, есть неточность. И глубина залегания она зависит от структуры материала. Вот такие были сделаны выводы для разных материалов, но здесь подробно приведено. Но что интересно, что у нас структура материала, когда она мелкая структура, то она мало влияет на характер разрушения, и мы получили, что расчетные данные по усредненной методике и экспериментальные значения они близки и укладываются в доверительные интервалы. А вот для материала, который обладает такими грубыми волокнами, твердыми, карбонизованные, на основе карбонизованных волокон, там у нас получилось не очень хорошее совпадение с результатами, то есть рассчитанное и экспериментальное значение не укладывалось в доверительный интервал. Это мы объяснили именно уже существенным влиянием структуры материала. Вот здесь
профилограммы разрушенных поверхностей для всех видов материалов приведены. И вот для материала с длинными прочными карбонизованными волокнами мы видим, что идет врывание уже самих волокон, которые остаются практически неразрушенными, с более глубоких областей материала. Тут еще мы определили, благодаря таким экспериментам, и показатель, вот характеристики функции накопления поврежденности, вот в частности показатель М, поскольку проводили эксперименты при разных нагрузках. При разных нагрузках и скоростях скольжения, что позволило нам это сделать. Ну и последняя часть вот моего доклада, все-таки вот этот же подход, давайте теперь посмотрим, а в чем же специфика изнашивания. И как, если мы используем тот же самый критерий накопления поврежденности, что же будет происходить с износом? Вот как можно прогнозировать изнашивание материала? Вот здесь интересный момент. Если мы на макроуровне задавались целью только найти глубину зарождения трещины и момент зарождения контактно усталостной трещины, вот, собственно, мы изучали, как подрастает вот эта функция поврежденности, которая связана с максимальным касательным напряжением, как она подрастает, и дальше идет разрушение. Все, мы на этом останавливались. При изнашивании это не так. То есть вот этой шероховатости материал уходит, а дальше материал новый вступает в контакт. И этот контакт, и этот материал несет в себе следы вот уже поврежденности, которые наблюдалось на предыдущих циклах, в предыдущий момент времени. И вот этот материал, значит, здесь у нас происходит отделение, ну, здесь для простоты, чтобы можно было понять идею, рассмотрены все неровности на одном уровне, поэтому идет разрушение типа изнашивание типа отслаивания. Вот отслоился материал, и дальше вступил в контакт материал, который уже поврежден. И вот этот материал, он дополнительно воспринимает вот эти циклические нагрузки и повреждается. Поврежденный уже материал с разной степенью поврежденности повреждается, и происходит вот изменение функции поврежденности уже вот этого оставшегося материала, и она подрастает до тех пор, пока критическое значение, вот этот максимум, второй максимум, пока критическое значение не достигнет критического значения, дальше идет снова отделение слоя, изнашиваемого слоя, и дальше опять этот процесс. Причем он уже, поскольку на поврежденный материал, уже неоднократно поврежденный, уже происходит совсем другая картина, и постепенно мы выходим на установившийся износ с определенной скоростью. Вот такая схема, идея подхода к построению функции скорости изнашивания. Вот эта функция математически, вот функция поврежденности, которая зависит от текущего состояния, от текущего значения положения поверхности. Она таким образом зависит от времени. И вот критерий поврежденности, который идентичен подходу, изложенному на макроуровне. Вот результаты расчета интересные, то есть они полностью подтверждают давно до этого ранее полученные экспериментальные данные, что частички износа выделяются в дискретные моменты времени, и этот процесс потом переходит в установившийся режим. И вот для разных материалов вот этот характер дискретности разный, конечно, потому что разные материалы, они обладают разным, в частности, показателем в этом законе накопления поврежденных. В этом законе накопления
накопления поврежденности. Показатель разный, эта константа меняется. И таким образом мы получаем для разных материалов в зависимости, ну, тут эта константа, это безразмеривающая, а вот m показатель степени, который разный для разных материалов, вот, и дает нам разные картины разрушения, изнашивания материалов разной структуры. Значит, для исследования процесса также характерно наличие инкубационного периода, монотонное уменьшение со временем толщины отделившегося слоя и прекращение подповерхностного разрушения за конечное время и переход к установившемуся поверхностному износу с постоянной скоростью изнашивания. Это то, что всем хорошо известно, что наблюдается в экспериментах. Этот подход мы использовали для разных и для однородных материалов, вот что приведено на предыдущем слайде, для неоднородных материалов. Для неоднородных материалов тут важна вот граница покрытия с подложкой, причем максимальное касательное напряжение они могут максимум иметь, в зависимости от толщины материала, могут иметь максимум и на границе раздела, и внутри слоя. Поэтому вот этот вот процесс подрастания может идти, идет в слое, потом подрастает на границе раздела покрытия с основанием, и там происходит разрушение. Ну вот здесь, пока я рассказывала, продемонстрировано, значит, процесс изнашивания плюс процесс отслаивания. И еще одна интересная модель, это, которая основана на другом критерии зарождения, на термокинетической модели зарождения поврежденности и учитывает микрогеометрию того и другого тела. Вот это, вот при таком подходе у нас отделяются частички, это уже процесс не отслаивания, а изменение как формы поверхности за счет изнашивания, так и изменение формы кинетик, изменяется размер частиц, моменты времени. Но процессы имеют те же самые характерные черты. И вот резюмируя характер изнашивания, зависимость изнашивания, износа, полного износа от времени, мы видим инкубационный период, затем вот такое скачкообразное отделение частиц, изменения, и затем выход на установившийся режим изнашивания. И вот в этом установившемся режиме изнашивания мы можем определить зависимость скорости износа от контактного давления и скорости скольжения, которая нам требуется для того, чтобы уже исследовать износ макросопряжений и построить систему уравнений для определения кинетики изменения формы поверхности с учетом их изнашивания. То есть вот здесь я привела математическую постановку задачи на макроуровне об изнашивании трибосопряжений, которая вот это содержит вот это уравнение, очень важное уравнение износа, которое вот, как его получить, я показала на предыдущих слайдах. Большое спасибо за внимание. Готова выслушать ваши вопросы. Спасибо большое за интересный доклад. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Борис, скажите, пожалуйста, вот вопрос, что нужно, точнее, вот, вопрос касается возможности измерения степени поврежденности. Можно ли считать, что поврежденность и степень поврежденности связана с микротвердостью, скажем, распределение микротвердости в глубину с удалением поверхности? Все это будет подтверждать. Безусловно, микротвердость поверхности влияет на, значит, микротвердость влияет на критерии, на критерии разрушения, правильно? То есть на вот кинетику, если мы связываем с некоторые берем критерии разрушения, ну, в первом приближении можно предположить, что упругие характеристики материала, твердость не влияет на упругие, все-таки это прочностная характеристика, то тогда вот этот подход, который я изложила, он прогнозирование, где возникнет
критическая поврежденность, он с твердостью не связан. Ну, мало твердость зависит. А вот когда она возникнет, вот при каком значении времени, это, безусловно, влияет твердость материала. То есть они коррелируют, безусловно, коррелируют твердость. Но тут есть все-таки разница. Где, в каком месте, все-таки здесь больше твердость не так влияет. А вот где, когда твердость влияет, безусловно, и неоднородная твердость, вот в частности в колесах, там твердость может быть неоднородной, как и в рельсах. И вот тогда мы применяем вот зависимость твердости от расстояния и зависимость напряжений, возникающих критериальных напряжений от расстояния. И находим уже ответ на вопрос, где возникнет усталостная трещина. Я ответила на ваш вопрос. Я не расслышала. Спасибо, Ирина Георгиевна. У меня два вопроса. Первый, вы много раз показывали такой закон накапливаемой поврежденности, в зависимости от амплитуды тангенциального напряжения. Да. Вы можете коротко объяснить, откуда этот закон? И вопрос второй, какая роль играет пластичность в всем этом? Спасибо за вопрос, очень правильный вопрос. Конечно, критерий максимальных касательных напряжений, он не единственный. Мы его взяли вот из теории прочности Агибалова, вот он связывал с максимальным касательным напряжением, но я остановилась и на другом критерии, это термокинетическая теория прочности. То есть критерий может быть разный всяк. И это зависит от того, какой материал мы рассматриваем, в каких условиях, то есть критерии могут быть разные. Я просто мне важно отработать математическую модель, поэтому, то есть какой мы возьмем критерий, это не так важно. Он только повлияет на то, какие напряжения мы будем определять. Вот во второй модели, которую я рассказала, которая основана на термокинетической теории прочности, там в критерии входило не только, я вот, может быть, очень бегло побоялась, что я время уже занимаю лишнее. Дело в том, что там входили и напряжение, и температура, что тоже очень важно. Температура влияет на процесс накопления повреждений, поэтому вот тот критерий, мне кажется, более богатый, чем критерий, вот, который я, для того, чтобы больше методически подойти к этой проблеме, методику расчета. А какой критерий, это зависит от материала. Это вот первый вопрос, который, если я ответила на него. А второй вопрос, извините, еще разочек, какой вы второй вопрос задали? Вы не повторите второй вопрос? Будьте добры. Еще раз. Пластичность, роль пластичности. Пластичность сейчас, что именно вы хотите про пластичность? В системах, которые вы изучаете. Вот какова роль пластичности? Но вот честно скажу, что пластичность мы пока не учитывали, хотя, безусловно, пластические деформации поверхностного слоя, они внесут изменения в напряженное состояние. То есть мне нужно было рассчитать по какому-то, опираясь на какой-то критерий, напряженное состояние материала. Вот. Если есть пластичность, пластические деформации, то напряженное состояние тоже будет меняться и, безусловно, внесет изменения в количественные характеристики процесса. Но с точки зрения методики расчета, методика, идеология подхода к расчету поврежденности, она останется той же самой. Все, спасибо большое за подробный ответ. Вопросы еще. А еще вопросы,
Ирина Георгиевна, спасибо большое за доклад. Вот вопрос по математическому моделированию контактного взаимодействия и эволюции напряженно-деформированного состояния во времени. Вы сказали, что вот идет процесс накопления параметра поврежденности, а как он влияет на изменение упругих модулей, прочностных модулей, то есть это какая-то их деградация, понижение со временем? Если да, то вот какой моделью это описывается? Спасибо. Вы знаете, это безусловно правильно. То есть накопление поврежденности оказывает влияние на сами упругие характеристики, прочностные характеристики и так далее. Вообще этим вопросом занимался Владимир Николаевич Кукуджанов. И мы с ним много беседовали поэтому в этом направлении, но применить пока вот к таким простым аналитическим моделям, которые я пытаюсь развить, чтобы был понятен основной механизм. Конечно, вот те подходы, которые использовал Владимир Николаевич, которые основаны в основном на численных методах исследования влияния поврежденности на механические характеристики, пока до этого не дошли руки, но я думаю, что сейчас растет молодое поколение ученых, и у меня есть ученики, кому-то из них, наверное, дам развивать это направление, потому что оно на самом деле очень интересное, влияние поврежденности на материалы. Есть работы, но думаю, что вот в плане исследования усталости, в условиях фрикционного взаимодействия, таких работ я не видела. Вопрос следующий. Был ли расчет температурных полей? Да. Вот в последней части я просто боялась, что я займу много времени, и я только конспективно ее указала. А на самом деле, безусловно, мы считали вот в этой задаче о взаимодействии двух волнистых поверхностей, фрикционном взаимодействии, мы считали распределение температуры, температура входила в критерий накопления поврежденности, то есть вот это полное исследование, оно опубликовано. Мне кажется, что даже в журнале «Физическая мезомеханика» оно достаточно уже прошло много лет. Какая примерно максимальная была? Какая, ну, вы понимаете, здесь все в безразмерном виде. То есть я, прежде чем исследование, это же аналитика. Так что для конкретных материалов эта методика не применялась. Спасибо. Это чисто вот такая методическая разработка, как можно исследовать. Безусловно, это было бы интересно применить и посмотреть, как она. Ну вот все, живой интерес закончился. Спасибо большое еще раз за доклад, Ирина Георгиевна. Вам большое спасибо за то, что слушали, и за интересные вопросы. Большое спасибо. И за помощь мне в организации связи. Огромное спасибо. Всем успехов в работе конференции. Космос запускаем. Дайте еще Надеюсь, что последний винтик. Надеюсь, что в следующий раз я приеду и буду вместе с вами делать доклад в аудитории. Спасибо большое. Тогда получается, что у нас последний доклад, последнее сообщение. Белгородцы готовятся к связи. Вы меня слышите? Кайбышев Рустам Аскарович. А вы меня слышите? Университет. Вы меня слышите? Да, вас слышно хорошо. Запускайте презентацию, пожалуйста. Замечательно. Значит, ну тогда, экран видно? Еще не... Сейчас. Да, вот теперь видно. Сейчас я постараюсь его, вот, так сказать, как-то сделать. Нажмите F5. Да вот, если бы я, так сказать, просто был взять и нажать, так сказать, то это бы я бы уже сделал, понимаете? Это, так сказать, к сожалению. Тогда в нижнем правом углу есть там... Ага, понятно. Не работает. Сегодня что-то самое очень много технических накладок. Ну, давайте так, вы его видите. Там кнопочки должны быть. Да, кнопочки, конечно, должны быть. Вот. Нет, левее, который вот от 100%, вот это, да. Вот эта кнопка, да? Да.
Сейчас. Чё? Нет, где 100%, где вот 100%, там слева Не, есть опа, нет, это другой, сейчас, правее, подождите. тогда правее. Еще. Режим чтения. Пока Вот это. Вот, все, спасибо. Я извиняюсь, Всё сегодня работает. что-то самое, так сказать, какой-то день такой, так сказать, технических накладок. Значит, добрый день. Во-первых, я хотел поблагодарить значит, так сказать, руководство института, что пригласили меня участвовать в конференции, и я постараюсь, так сказать, доложить наши исследования в области пластичности алюминиевых магниевых сплавов. Ну, эти исследования, они имеют, скажем, общий характер, они не связаны только с алюминиевым-магниевыми сплавами, и они, собственно говоря, их можно применять для различных стали и других материалов. Они сводятся к тому, что рассмотреть критерии пластичности материала. И в последние исследования, поскольку появился новый метод исследования локализации пластической деформации при растяжении, он позволяет нам понять целый ряд вопросов, которые до настоящего момента оставались неизученными. На этом слайде хорошо представлена картина, которая возникает при разрушении. Ну, вот вы видите, сначала у нас идет, так сказать, упругая часть, которую, значит, все изучают, некоторые даже в школе. Потом идет стадия упрочнения, и при достижении определенной точки, которая, значит, называется пределом прочности или самовременным сопротивлением разрушения, начинается локализация пластической деформации, и потом, так сказать, материал разрушается. Здесь, значит, так сказать, определяются параметры, соответственно, сигма 0,2, сигма b, удлинение, так, извиняюсь, и по ним можно определить, так сказать, пластичность материала. Есть еще один параметр, это равномерное удлинение, это удлинение до точки сигма b. Он, так сказать, активно используется для изучения, и, собственно, он определяет возможность пластичности. В материалах, собственно, пластичность делится на две части. Первое – это степень деформации до начала локализации, и второе – как себя ведет материал после образования шейки. Если мы построим кривую обычных напряжений, то она не покажет никакого перелома, напряжение будет увеличиваться до разрушения, только тут вот надо сказать, что вот построить эту кривую очень сложно, поскольку нужно точно определять, значит, прецизионной точностью размер шейки. Поэтому таких вот данных, что вот построить эту кривую, они, в общем-то, в литературе есть, конечно, но они, в общем-то, очень ограниченное количество. Теперь я вот здесь вот, так сказать, приведу интересную гипотезу Хилла, что он рассчитал, как вот при растяжении плоского образца возникает локализация деформации в виде полосы деформации. Ну, я извиняюсь, что тут даже какого, так сказать, изображения нету моего. Эта полоса, она находится под углом 54 градуса. В общем-то, это было несколько десятков лет назад, такое предположение сделано, оно получено расчетным путем, и современные экспериментальные методы блестяще подтверждают это положение. И то, что мы наблюдаем, и то, что мы, значит, продвинулись в понимании, так сказать, пластичности, как она связана с деформационным упрочнением, позволяет понять, что, так сказать, Хилл был очень, так сказать, совершенно правильно все предсказал, и как он предсказал, так, в общем-то, оно и есть. Это вот, вы видите, возникает полоса, и в этой полосе получается локальное утонение. Тут я хочу сразу сказать, что тут изображено слишком большое утонение, слишком большое шейкообразование, но это вот сделано с точки зрения, чтобы это было представлено и чтобы было видно. На самом деле, конечно, в наших исследованиях это намного меньше, но принципиально все то же самое. Теперь коротко об эволюции критерий нестабильности пластического течения. Собственно говоря, считается так, что вот нестабильность пластического течения или вот образование шейки наступило, и дальше у нас все будет развиваться быстро и эффективно. Тут, то есть, разрушение наступит быстро. Это совсем не так, я могу сразу сказать, но в принципе тут нельзя не согласиться, что если мы увеличим равномерное удлинение, а собственно говоря мы можем в основном контролировать его,
так сказать, в наших исследованиях, то мы, естественно, повысим общее удлинение очень сильно. И вот первый критерий был предложен консидором более чем 100 лет назад. Он, значит, связан с тем, что вот есть точка, и вот если в этой точке, если напряжение течения истины, естественно, будут равны коэффициенту деформационного упрочнения, то материал теряет устойчивость пластического течения и начинается образование шейки. Это критерий макроскопический, он, в общем-то, описывает образование материала в целом. Дальше прошла модификация этого критерия, потому что наряду с упрочнением за счет просто величины пластической деформации существует упрочнение за счет скорости, поскольку в шейке увеличивается не только деформация, но и увеличивается и скорость. И, соответственно, появился такой критерий Харта, он появился, значит, тоже несколько десятков лет назад, но менее 100 лет. Вот. И он учитывает коэффициент скоростной чувствительности напряжения течения, который был введен. Критерий Харта был введен для того, чтобы описать поведение материалов, которые испытывают, так сказать, динамическое деформационное старение. Вот. И дело в том, что вот при динамическом деформационном старении переключение на высокую скорость деформации приводит к тому, что коэффициент скоростной чувствительности может быть как положительный, это имеется в виду коэффициент скоростной чувствительности, который на установившейся стадии после достижения, так и отрицательный. Вот это, кстати говоря, достаточно частый случай для материалов, проявляющих динамическое деформационное старение. Тут я должен сказать, что мгновенное значение коэффициента m всегда положительно, а вот, так сказать, на установившей стадии оно может быть отрицательным. И если у нас вместо скоростного упрочнения шейки получается скоростное разупрочнение, то, в общем-то, критерий консидора не соблюдается и локализация начинается раньше. Наоборот, если у нас все-таки происходит скоростное упрочнение, чем больше, тем лучше, то даже достижение критерия консидора не приводит к тому, что у нас начинается локализация деформации, получается бегающая шейка, и материал продолжает прекрасно деформироваться дальше. Теперь каково классические представления, которые у нас были касательно так сказать, такого эффекта, как статическое деформационное старение. Ну, тут надо сказать, что в русском языке такого термина нет, есть просто понятие деформационное старение, но, скорее всего, под ним понимается именно статическое. Вот, а здесь представлено характерные, значит, так сказать, параметры, которые показывают, что возникает зуб текучести, я буду говорить по-русски, значит, зуб текучести, значит, он характеризуется своим напряжением текучести, которое называется верхнее напряжение текучести, и площадка текучести, которая характеризуется низким напряжением текучести. Вот. Этот процесс связан с тем, что при начале деформации в материале возникает локализация пластического течения, то есть вот материал остается в значительной степени не деформированный, в большей части деформация идет в узкой полосе. И эта полоса потихонечку распространяется, и когда она распространилась, у нас площадка текучести заканчивается и начинается обычная, так сказать, деформация, то есть связанная с упрочнением. Тут нужно сказать, что это на самом деле наблюдается, например, вот на мелкозернистых аустенитных нержавеющих сталях такая схема вполне рабочая. Ее, значит, наблюдали экспериментально недавно. Значит, тут представлена статья Бухера-Цучи. Но, в принципе, возможен другой вариант. Вот этот представлен данные, которые мы наблюдали так сказать, на алюминий-3-магний, который представляет собой твердый раствор. Здесь так сказать, одна полоса, и она не распространяется, она просто двигается. То есть вот она двигается с одного конца до другого конца, при этом, конечно, она в размерах увеличивается, причем достаточно сильно. Это легко видеть, что вот была полоса такая достаточно тоненькая, и стала достаточно такая толстая. И после того, как она достигает значит, другого конца образца, начинается делокализация течения не сразу, но потихонечку, и потом, значит, появляется много деформационных полос, и начинается деформационное упрочнение. То есть бывает два варианта. На сегодняшний момент, почему бывает первый вариант, значит, появления площадки текучести, почему бывает второй вариант, это неизвестно. В то же время я могу вам сказать следующее, что по нашим экспериментам, то есть и другим, тоже, что площадка текучести, она вот в ультрамелкозернистых материалах появляется в абсолютном большинстве случаев. Причем, если мы
будем понижать температуру деформации, там, скажем, так, реагентных и так далее, то она будет, так сказать, ярко выражена. Дальше мы, так сказать, коротко я еще могу сказать, что, в общем-то, исходя вот из этого поведения, здесь делится, так сказать, поведение при достижении предела текучести на непрерывное и прерывистое. Ну, прерывистое – это когда у нас есть зуб текучести и площадка, а непрерывное – это когда у нас повышается непрерывный предел текучести за счет диффункционного упрочнения. Если вот по, так сказать, зубу текучести, за его важность, очень много исследований по полосам Людерса, то при вот непрерывном, значит, увеличении напряжения исследований мало. Ну, вот, которое наше исследование, могу сказать только одно, что там тоже формируется полоса, но вот почему она не приводит к появлению площадки текучести, это вопрос, который вот мы сейчас вот пока ответ на него не знаем. Но он обсуждается. Второй момент. Что происходит на стадии дифференционного упрочнения? То есть просто после площадки текучести, значит, или при, значит, непрерывном, непрерывной текучести, скажем так, там может происходить динамическое дифференционное старение, и которое проявляется в виде эффекта портвейна Чатале. Эффект портвейна Чатале, там, значит, есть, проявляется осцилляция напряжения течения. Они могут быть нескольких типов, скажем, А-типа, Б-типа, С-типа. Вот, значит, типы Е и Д – это производные от этого типа, и, в общем-то, так сказать, они могут встречаться, могут не встречаться. И все обычно очень, значит, бурно реагируют на вот эти вот скачки, так сказать, как они, значит, происходят. Были, значит, теория, то есть, когда вот не было такого, вот, так сказать, DIC метода исследования, там, значит, были очень сложные методы исследования, там появились, значит, размышления о том, как полоса деформации двигается, но, в принципе, так сказать, они на самом деле находятся, ну, скажем так, нормальном понимании. То есть не все так вот было предсказано, то, что предсказано, соблюдается, но в принципе в целом это верно. Зато каково было сразу установлено, что вот эти типы, они, в общем-то, зависят от температуры и скорости деформации и еще от степени. То есть там 3 параметра. И когда вот эти 3 параметра накладываются друг на друга, то там получается очень такая сложная картина. И эта сложная картина вот, позволяет многим исследователям ее изучать, значит, вот строить такие графики замечательные. Но вот что стоит за этими графиками, не всегда понятно, или, скорее, скажем так, совсем непонятно. Зато появилась масса, значит, расчетов, почему это все происходит, эти прыжки напряжения. Это вот люди с удовольствием занимаются расчетами механизмов на микроуровне. Ну вот один, значит, из примеров, что вот у нас есть каково дислокация леса, скажем, на нее образуется атмосфера Котрелл. Ну, если вы просто дислокацию леса сдвинете, то у вас будет статическое старение, то есть образуется площадка текучести. Если же вы ее двигать не хотите, то вы генерируете новые дислокации. Это происходит на стадии упрочнения. Они подходят, значит, они, значит, их закрепляют, значит, возникает барьер, дислокация теряет подвижность, и когда она теряет подвижность, значит, атомы с другой дислокацией за счет pipe diffusion перебегают на эту дислокацию. Кроме того, часть атомов, скажем, за счет объема диффузии на неподвижную дислокацию тоже прыгает. Ну, запрыгнуть на неподвижную лошадь значительно легче, чем прыгать на бегущую. Также и в случае с дислокацией. Вот, атом считается, что лучше на неподвижную. Но я бы это очень оспорил, потому что, значит, по алюминиевым сплавам там ситуация совершенно обратная. Но это, возможно, частный вариант. Ну вот тут вы видите самая, так сказать, очень хорошая интерпретация. Вот только что вышла статья в International Journal of Plasticity. Там, значит, вот схема, значит, показана, что вот если дислокацию закрепляем, то у нас, так сказать, значит, сразу увеличивается напряжение, потом, значит, ее, так сказать, выгибают. Ну, когда выгибают дислокацию, значит, линия натяжения увеличивается, длина дислокации увеличивается, требует энергии, и потом, значит, это за счет силы натяжения дислокация, значит, отрывается, так сказать, и напряжение при этом падает. Ну, причем в качестве стопора выступают атомы растворенных элементов. Красивая идея, но вот как-то мне в нее не верится. То есть я просто это проиллюстрировал для того факта, что существует очень масса теорий той или иной степени правдоподобности, и все они, так сказать, ну, скажем так, как его имеют право на жизнь, но вопрос, как они к этой жизни соответствуют.
Теперь следующий момент, который, значит, мы рассматриваем, то есть мы перейдем от рассмотрения на микроуровне, все-таки перейдем на рассмотрение на макроуровне. Вот, значит, мы провели детальные исследования, посмотрели, как развивается деформационная полоса. И если у вас, значит, тип А, то есть когда напряжение течения повышается выше среднего уровня, то тут все очень просто. Значит, у нас двигается полоса деформации от одного конца образца к другому. Когда, так сказать, она куда-то двигается и там, значит, встречает препятствие, ну, какое препятствие, значит, скорее всего, там материал оказывается в этой, скажем, в верхней области более упрочненный, чем в нижней, то она, значит, пытается изменить свое расположение, то есть 55 градусов угол перекинуть, то есть по-другому расположиться, и это требует повышенных напряжений. Если она вот так вот будет шевелиться туда-сюда, то есть вот так вот двигаться взад, под одним углом 55 градусов, потом, значит, под минус 55 градусов, то это увеличивает напряжение. Вот это тип А. Значит, тут вопрос следующий. И мы установили, что, собственно, критерий Консидора – это критерий тогда, когда вот, деформационная полоса, она теряет подвижность, ну, в материалах, которые проявляют эффект динамического деформационного старения. И если она достигает определенной какой-то критической предельной скорости минимальной, то дальше начинается локализация, полоса начинает дергаться. Так сказать, если кто видел старый фильм про Джека Лондона, там, значит, у него собачка была, она сдвигала, пыталась, например, Шисани, вот примерно так же, как в одну и в другую сторону пытается двигаться эта полоса. Сначала под одним углом 55 градусов, потом под углом минус 55 градусов. Все это требует больших напряжений, но сдвинуться из области шейкообразования она уже не может, и в этом месте начинается локализация, которая приводит к разрушению. Вот это вот такая ситуация. Здесь нужно просто понять следующее, что помимо того, что вот существует влияние скорости деформации по эффекту динамического деформационного старения, существует еще влияние на локализацию деформации процессов перестройки деформационной структуры, которые происходят в этой полосе. Значит, есть вот классический вариант, как полоса дергается, то есть туда-сюда пытается развернуться под различными углами 55, там, минус 55 градусов оси деформации, и это сопровождается, конечно, вот такими пиками напряжения, и очень четко видно, и это вот связано с этим. Значит, тип Б. Нет, это тоже тип А, я извиняюсь. Это сейчас я что-то спешу. Значит, здесь вот хорошо видно, значит, типа, что полоса двигается, и как только она, значит, остановилась, это вот очень хорошо видно, что и не может уже больше сдвинуться ни вверх, ни вниз, то есть ни вправо, ни влево, в зависимости от того, как у вас образец вертикально или горизонтально расположен, в основном, конечно, он расположен горизонтально, то дальше, значит, начинается в ней локализация, и на месте этой полосы образуется шейка, как вот в этой схеме Хилла, и дальше материал просто трескается. Вот хорошо. Теперь тип Б. Значит, тип Б, значит, он очень достаточно простой оказался, то есть мы это посмотрели. Это вот когда полоса двигается, она почему-то по каким-то причинам встречает сопротивление своему движению. Вот. И это сопротивление, когда она двигается, нужно минимальное напряжение, а когда она хочет преодолеть это сопротивление, она делокализуется на большое количество полос. Ну, собственно, как и в классическом случае, считается, что это прыгающее распространение полос. И, значит, от одной полосы переходит там к десятку и пытается двигаться таким образом. Это, конечно, требует повышения напряжения. Вот, это тип Б. Он при меньших скоростях деформации встречается. Вот, и, соответственно, но он сам распространен, этот тип Б в случае эффекта Портленда на Шаталье, и понятно, вот он что связан с локализацией. Конечно, я могу сразу сказать, это в других материалах он может быть по-другому реализовываться, но вот тут есть, так сказать, тоже свои данные. Теперь тип С. Здесь ситуация простая, это вопрос локализации деформации в шейке уже, то есть когда образовалась шейка, и там, значит, оказалась полоса. И, значит, полоса находится в шейке. И она, вот тип С, скольжение, когда скачки напряжения идут ниже линии, они появляются уже на стадии шейкообразования. Это, значит, полоса, которая находится в шейке, пытается выбраться из шейки. Значит, вполне разумно, значит, нужно выбраться сам из ямы за счет делокализации и за счет того, что появляются маленькие полосы деформации в области однородной деформации в образце. Но это, как правило, заканчивается неудачей, и в конце концов все равно
значит, это шейкообразование идет в этой полосе большой, которая находится в шейке, и там происходит разрушение. Вот. Теперь вопрос заключается в том, что все-таки какие процессы, значит, происходят. Как я уже сказал, происходит, значит, превращение ансамбля дислокации, и тут очень зависит все от материала. Если мы возьмем чистый материал или возьмем сплавы на основу, скажем, алюминия магния, то там происходит каково возврат. Сейчас я покажу картинки, значит, микроскопические. И потеря нестабильности пластического течения происходит, не доходя до критерия Консидера. То есть ресурс однородного удлинения оказывается не выбранным. Вот классические картинки. Тут я могу сказать, что даже, так сказать, при очень низкой температуре, так 4-2 градуса, это, конечно, очень удивительно, но образуется низкоэнергетическая дислокационная структура. Образование низкоэнергетической дислокационной структуры, оно всегда приводит к уменьшению напряжения. То есть, если перестройка дислокации внутри, значит, внутри шейки, так сказать, приводит к понижению напряжения, то там, значит, это облегчает локализацию деформации, и у нас там разрушение наступит, потеря стабильности пластического течения, и разрушение наступит раньше, чем мы можем предсказать. Ситуация, скажем, в материале, вот это, кстати говоря, так сказать, значит, Алексей Виноградов, значит, с следственным сотрудником описал очень хорошо в этом уравнении. То есть вот первый член, он отвечает за повышение плотности дислокации, второй член отвечает за их понижение. И если мы, скажем, второй член, так сказать, как его устраним, то у нас получится очень интересный, значит, результат, что у нас наоборот пластическая нестабильность сдвинется за пределы критерия Консидера. То есть мы критерия Консидера достигли, но пластическая нестабильность не наступает, поскольку в этой полосе, так сказать, у нас происходит накопление дислокации, и я вот вам покажу структуру. То есть у нас вот, если мы возьмем материал, и там, значит, есть дисперсные частицы алюминия, дискания, циркония в алюминиевом сплаве, которые очень эффективно, значит, тормозят движение дислокации и как-то не позволяют им самопроизвольно, без команды, как говорится, перераспределяться, особенно при низких температурах. То есть там вообще невозможно, так сказать, с командой или даже без команды распределяться. Вот. И тогда у нас получается формирование плоских дислокационных скоплений. И в этом случае у нас пластическая стабильность продлевается за пределы критерия, так сказать, Консидера. И, значит, я могу сказать, сейчас мы работаем над разработкой модифицированного критерия Консидера для дисперсно упрощенных алюминиевых сплавов, который будет вставлен, ну, так сказать, я надеюсь, в ближайшее время. Спасибо за внимание. Теперь я готов ответить на вопросы. Спасибо. Вопросы? В математической пластичности Хилла написано, что по величине этого угла можно однозначно определить, рассчитать анизотропию материала. Возможно ли такая ситуация, что происходит локальное изменение пластических свойств и поэтому меняется угол? Я могу сказать так, что, конечно, такое возможно. Вот, кстати, вот в работе Цуджи это как раз показано, что когда началось распространение этого материала, началось изменение кристаллографической текстуры. И в этом случае, значит, мы, конечно, вправе рассчитывать, так сказать, что будет изменено, так сказать, расположение полосы. Ну, оно, скажем так, вы понимаете, с точки зрения критерия стабильности пластического течения, ну, там будет 55 градусов там, или там 65 градусов. Это, в общем-то, имеет чисто научное значение. Вот с точки зрения там вот, если там считать напряжение, которое там возникает, это большого значения не имеет. Но, в принципе, я могу сказать, фактор текстурного разупрочнения или текстурного упрощения, он тоже, конечно, его надо учитывать для определения параметра пластической нестабильности, но этот фактор, я думаю, с моей точки зрения, ну, зависит, конечно, от материала, то есть магний сплав может быть по-другому, это фактор третьего порядка при алюминиевом сплаве. То есть им можно просто пренебречь. Спасибо. Еще?
Спасибо за доклад. Вот вопрос по аналитической модели. Вот в частности в статье Евгения Михайловича Морозова из МИФИ показано, что вот явление возникновения шейки, локализации не что иное, как явление нелинейной потери устойчивости в рамках геометрически нелинейной упругопластичности. Ну и, соответственно, определяется не только свойства материала, но и геометрическими параметрами самого вот растягиваемого изделия, в частности, соотношением длины к толщине вот образца. Вот, и как следствие, возможно развитие не одной шейки по центру, да, а, например, двух шеек симметрично относительно центра. Вот наблюдали ли вы такой эффект в экспериментах? Если да, то вот с точки зрения ПАОС Людерса, есть ли какое-то вот тоже характерное или качественное изменение в зависимости от количества шеек и их расположения? Спасибо. Тут давайте так, значит, я хочу сказать так. Мы в своих исследованиях, ну, собственно, не только мы, все ограничены плоскими образцами. То есть, конечно, может быть, там, если взять круглый образец, то, так сказать, там возможны варианты там, двух шеек. Вот я должен сказать, что там возможен вариант не только двух шеек. Вот сверхпластичность, когда там образуется там не две шейки, а 222 шейки. И так сказать, они беспрерывно мигрируют. Вопрос образования шейки – это вопрос вот, как его локализации. То есть там я не очень понимаю, как там связано с упругопластической деформацией, потому что там уже очень большая пластическая деформация. И вопрос только, вот, как я сказал, он связан с двумя факторами. Первое, какое у вас скоростное обращение, второе, как у вас, так сказать, какие процессы идут в этой полосе Людерса, ну, назовем ее так, вот, который приводит к упрощению или изупрощению. Ну и в третий момент тут тоже подсказали, так сказать, может быть, экстремальное упрощение. Теперь по поводу симметричных шеек. Такой вариант наблюдался, когда у нас тип Б. Но все симметричные шейки, они, как правило, после того, как они образуются, там 2 или 3 или больше, там до 10 шеек может образовываться, они потом исчезают. То есть они получаются бегающие. То есть в этой шейке, когда там 10 штук, каково, она становится, материал более прочный, чем окружающий, и, соответственно, он перестает деформироваться. То есть это не страшно. Вот все наши эксперименты, которые на сегодняшний день есть, они показывают самое страшное, что когда вот полоса большая останавливается и дальше двигаться не может. И там вот идет локализация. Но я не исключаю, что если мы будем продолжать изучать, скажем, тип Б, как при динамическом состоянии, что мы в один прекрасный момент обнаружим две шейки. Но вот пока таких данных нет, и я не знаю существования таких данных из литературы. Спасибо. Вот здесь внизу микрофон есть у вас, чтобы... Вроде мы уже должны к обеду продвигаться, да? Скажите, пожалуйста, есть какая-то зависимость между скоростью приложенной деформации, скоростью во фронте вот этих полос? Скоростные эффекты тут важны? Да, конечно. Так сказать, собственно говоря, вот в нашей статье в International Journal of Plasticity 4-летней давности, там было четко показано, что вот имеется в виду именно скорость движения полосы или скорость деформации. Между скоростью движения, ну, захватов, то есть скорость приложенной деформации. Это скорость деформации. Захвата, распространение фронта это с одной скоростью, а какая там скорость деформации во фронте? Ну, захват, они же они когда перемещаются, они же пересчитываются в скорость деформации образца. Если мы, скажем, будем нагружать с более высокой скоростью или наоборот с более низкой, что изменится? Изменится тип, если материал проявляет вот эффект деформационного старения, значит, то вот четко видно, вот видите, вот так, подождите, что тут у меня выскочило. Значит, изменяется тип, так сказать, значит, скачков напряжения, и, соответственно, будет изменяться полностью картина локализации деформации. То есть вот при большом скорости деформации, скажем, 10-2, у нас вот будет двигаться одна полоса, при, скажем, скорости деформации 10-3, 10-4, у нас, кстати, точно такие же данные, как на мнемонике, как получено на наш сплав. Там будет множество, значит, будет двигаться одна полоса, которая будет потом пытаться делокализоваться. То есть это немножко другой тип деформации.
А если мы где-то 4 получим, то там вообще будет очень много полос деформации. То есть не одна полоса двигается, там, а 10. И, так сказать, каждый хочет образовать шейку, как вот тут сказали, но, так сказать, как в результате оказывается одна самая сильная, и только у нее и развивается шейка. Вот так. То есть это принципиально влияет именно вот на эту картину. Но вот таких данных по материалам, не проявляющих динамическое деформационное строение, мне неизвестно. Но я могу сказать точно, что там тоже есть деформационные полосы, потому что мы изучали материалы, на которых не было осцилляции напряжения, и там тоже есть деформационные полосы, но они там такие вот. У нас там были такие ограниченные исследования, когда у нас был такой материал наклепанный с очень маленьким зерном, там сразу полоса образовалась, и она вообще никуда не могла двигаться. Понятно? Да, спасибо. Еще вопросы? Так. Никто больше? Ну тогда спасибо большое за интересный доклад. Все вопросы заданы. Спасибо. Спасибо. Нас ожидает обед, отдых. Дальше по расписанию. Спасибо большое. Я очень трудно, что меня пригласили на такое интересное мероприятие. Спасибо всем за внимание, за участие.